Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, Алексей на связи. Алексей, приветствую вас. Добрый вечер. Алексей Николаевич, сегодня такой очень насыщенный эфир на, вот такие, знаете, абсолютные, вот из огня до в полымя, да. Украинцев бросают то в одну воду, то в другую, и морозят, примораживают. Хотя на самом деле ссорят между собой и ничего не указывает на какое-то реальное продвижение. Будем говорить сегодня о переговорах, будем говорить сегодня о ситуации на фронте, которая абсолютно не такая, которую нам показывают, по крайней мере, на официальных источниках. И, конечно, проанализируем все перспективы переговорного трека, и куда катится вот этот Запад, куда так стремится, спотыкаясь Украина, вместе с разного рода островами несбывшихся надежд Эпштейна. Его имя сейчас фигурирует просто везде из каждого утюга, тоже коснемся. И даже, знаете, такие уже новостейные заголовки. Сколько раз упомянули Львов? 150 в файлах Эпштейна. А тернополяне были? Тернополян не было. В общем, весь мир, кажется, кружится вокруг этого кейса. Как всегда, QR-код возле меня – это возможность канал поддержать, вопрос задать. Ваши вопросы принимаются в клубе зрителей Шелест в закрытом сообществе. Абсолютно открыто в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи. Чаты Алексея Арестовича, Александра Шелеста подключим в самом финале. Обязательно это сделаем. А QR-код, который возле Алексея Арестовича, это его школа. Школа мышления и коммуникации. Присоединяйтесь и ищите, дорогие друзья, собственно, все, что касается... как не заблудиться, да, в этом потоке и мире, и лжи, и прочем. Начнем с опроса нашего эфира. Кто наносит больший урон обороноспособности страны? И варианты. Все максимально банально, но, вы знаете, прям очень важно. Ухилянты и СЗЧшники, ТЦКшники и продажные менты, громкие профессиональные украинцы или тихие решалы от Зеленского. Такие 4 варианта. Их, конечно, может быть больше, но я предлагаю выбрать из этих 4. Алексей Николаевич, сделайте свой выбор. И тихие решалы от Зеленского, конечно. Я просто знаю. Вы с ними знакомы. Да. С тихими решалами от Зеленского. Если нужен комментарий, нужен комментарий. Конечно, нужен. Он очень короткий. Я его сделал в январе 23 года, 24-го. Что война, даже осенью я сделал его, война как поставила перед ними задачи, которые они не в состоянии даже осознать, не то что выполнить. То есть это за пределами их уровня не то что компетенция, а даже кругозора. Они искренне не понимают. Но у них и ликование у решал Зеленского. Потому что я, если честно, хотел с вами прям обсудить вот эту историю со Старлинками, Федоровым, Маском. Это все так жутко интересно. Но немножко, вот буквально перед эфиром, взглянул на ситуацию с другой стороны. С позиции вот этих тихих решал. Да, это было публично, это вроде как не тихо, это громко, и понятное дело, что Америка вместе с Илоном Маском как бы поддержала украинскую военную сторону, да, и, в общем-то, ограничила ряд функций на Старлинках для россиян, но привнесла немножко другой, такой... пресный какой-то подход, для украинцев, да, момент, когда нужно идти в ЦНАП. Для того, вот есть у тебя Starlink, ты должен идти в ЦНАП, переписать там код и подать заявление. Это как бы Северная Корея, и здравствуйте, все же понимают военное положение. Ладно, это такой момент. Но ликование же по этому поводу в недрах офиса президента, представляете, удалось до кого? Маска как бы на свою сторону переманить. Разъяренный Соловьев кричит о том, что надо сбивать спутники Маска. В общем, это все в форме такой дискуссии. Но порешали-то, получается, по сути, по-тихому. И получается, что по-тихому команда Трампа поддерживает режим Зеленского. И военную машину Украины продолжает помогать. Тут 2 склейки, правомощность которых под вопросом. Первое, что Маск – команда Трампа. Маск не очень похож на команду Трампа. Уже несколько месяцев как. Вторая склейка – это то, что якобы есть новость, то, что они нас поддерживают, или Трамп, или Маск. Маск всегда поддерживал. Сначала того, что он поставил Старлинки, второе, он предоставил там особый режим для украинских Старлинков, не будем вдаваться в подробности.
и так далее. И не возражал против применения старлинков на поле боя, хотя, в принципе, он чурался этой темы и так далее, и так далее. И вот сейчас, когда попросили, это стало проблемой. Я думаю, что тут еще вопрос, на него повлиял Федоров или на него повлияли соображения американских военных, которые сказали, давай протестируем, как это будет работать в боевых условиях. Мгм. Точечное отключение или сегментное или функциональное отключение старлинков. Поэтому твитами можно, конечно, обменяться, порадоваться, но что было реальным мотивом для Маска, я думаю, что его сильно самого и американских военных интересуют реальные перспективы боевого применения Старлинка. И это соображение было гораздо более важное, чем любой твит от Миши, которого я по-прежнему люблю всей душой. А уж офис там, в принципе, не валялся рядом. Но, опять-таки, это же спускается вниз на людей, у которых есть старлинки дома, да, на гражданское население. Смотрите, Теперь, это же можно же сделать как? Я не говорю, что так будет сделано, но что рисует перспектива. Приходит человек в ЦНАП, говорит, вот у меня Starlink. Ему говорят, а покажите справку о воинском учете. Та-да-да-да-та. Пу! Понятно, что пойдут женщины регистрироваться на таких условиях, но кто-то же попадется, правильно? Ну, тоже хорошо. просто страна выглядит, знаете, так, когда Опять же, едет мужик, снимает там возле границы с Румынией, и там такие кордоны неимоверные, высоты там 2 метра эти заборы, и он говорит, съездил на рыбалочку, смотрите, вот Тиса, вот Румыния. опять же, что такое зарегистрированный прибор в военных условиях? Ну, всегда участковый может прийти проверить, а что там, вражьи голоса слушаете или там что передаете и так далее. Он же зарегистрирован, привязан к адресу, правильно? Это вход в квартиру. То есть мужичкам надо куда-то деваться. Прятаться под диван, например, правильно? В этом зарегистрированном Старлинке. Идти срочно за хлебом. За хлебом ТЦК стоит. Ну, в общем, знаете, как по Конфуцию ловят волка черного волка в темной комнате. Правило такое вот. Есть черная комната, и там сидит черный волк. Его не видно. Надо поделить комнату пополам. И тщательно обыскать половину, любую на выбор. Нет волка. Делим оставшиеся пополам. Обыскиваем любую на выбор половину. Нет волка. Еще делим и так далее. В конце концов, волк останется в таком пассажирском лифте размером с контура своего тела. И вот он, волк, понимаете? Вот он, тот, кто укрывался от мобилизации. Вполне может быть и так. Я не утверждаю, что так будет, но может быть и так. Мы к теме мобилизации еще вернемся. Энергетическое перемирие, которое сейчас то ли закончилось, то ли не начиналось, то ли все дружно сделали вид, что оно началось. Да, объявили, но как бы есть вроде как конец у этого перемирия, но нет у него начала. Начало смазанное получилось. Украинская сторона ничего не знала о нем. Говорит, так Трамп вот объявил, вот мы узнали, но потом Зеленский говорит, вот мы достигли. А сегодня Зеленского не узнать. Каждый обстрел, а на самом деле были очень трагические случаи последние 2 дня, да, когда обстрелы были, когда шахтеров ударили по шахтерам дроном, да, и там 16 человек погибло, 14 ранено, смена загружалась, одно из предприятий ДТЭК. Тоже вроде как энергетическое предприятие, но Зеленский не цепляется ни за что. Ни за подстанции, ни за объекты. Сегодня делает филигранный кульбит. Давно его не замечали в этом кульбите. Говорит, целенаправленно не били. Получается, били случайно, получается, все работает и до переговоров держат лицо и держат марку. Зачем? Я думаю, это какие-то... Он вообще сделал ряд заявлений, которые очень сильно похожи на создание фона для визита Дмитриева в Майами, который там наметился. Что там опять односторонние переговоры США и России, везут какое-то предложение от Путина, то есть опять это делается ряд заявлений, чтобы продемонстрировать позицию к началу этого раунда, украинскую позицию. По ключевым вопросам. Вот Зеленский сделал эти все заявления. Ну, видимо, надо, чтобы целенаправленно не били, значит, целенаправленно не били. Ну, а, допустим, если сегодня ночью ударят, то как это трактовать, к примеру? Как это уже перемирие, это еще перемирие, это не перемирие и так далее, и так далее. И вот неспособность, смотрите, возвращаемся к первой точке компетенции. Не способны обозначить позицию четкую, вывести и предъявить по ключевому вопросу, который сегодня всех волнует, энергетическое перемирие. Как вы сказали, когда оно началось,
В чем заключалось и когда оно закончится. Ну вот реально. Ну, представляете, при Сталине Совинформбюро не сумело, или Молотов не смог заявить о том, когда началось перемирие где-то там, не знаю, на Халкинголе, как бы, и когда закончилось, и в чем состоялось. Ну, я думаю, что Беломорканал получил бы одного нового, очень трудолюбивого работника. Как бы, да, а может быть и десяток. Здесь ничего, здесь все в порядке, все работает. Поэтому Сталин выиграл войну за 1418 дней, а у нас 1440. А какие перспективы от переговорного трека и какие ставки ставит Зеленский? Честно, положа руку на мочевое на сердце, я не жду никаких перспектив от переговоров. Эти переговоры сказка про белого бычка, и она будет длиться, длиться и длиться до тех пор, пока не изменится принципиально позиция Украины по вопросам вывода войск из Донецкой области. Ничего не Заметьте, указывает, что уже изменилось. пока нет, заметьте, что российские требования занижены до минимума. Когда это все только начиналось, все кричали про ультиматум июня прошлого года, позапрошлого уже. 4 области, Крым, то все, 5, 10. Сейчас все сводится к тому, что выведите из Донецка, и в остальных местах заморозка по линии. Между прочим, я открою вам страшную тайну, речь, возможно, идет и о выводе российских войск из областей, которые не входят в эту четверку и Крым. Их куда они уже зашли линии фронта. То есть я уже не знаю, как надо замазывать Украину, чтобы она согласилась, но Украина гордая, ее на колени не поставить в лице, так сказать, самого. Поэтому пока это не будет снято, переговоры могут идти год, 2, 3, 4. Мы можем читать самые оптимистичные и прорывные новости, но ничего не изменится. Но тут такой эпизод. По идее, нам объявляли, что Абу-Даби должно было состояться 1-2, и там не должно было быть ни Кушнера, ни Уиткофа. А тут появляется Уитков, который отправляется... Ну, у него там по Турции очень важная как бы встреча. Знаете, теперь Стамбул и для Ирана. Ну, в общем, такая точка, где будут переговоры. Там это все доведено до точки кипения, и вроде как готов Иран на справедливую какую-то сделку с американцами. И там Уитков этим тоже занимается. Это очень интересно. И после этого отправляется на трехстороннюю уже встречу. Почему не сели в формате двустороннем, как вы думаете? Двусторонним это Россия и Украина. Да. Но эти встречи идут только при посредниках. Потому что прежде всего опасаются провокаций обе стороны. Например, информационных. Выходится и заявляется что-то, что не согласовано. Посредники являются гарантиями чистоты заявлений. Не частоты, а чистоты. Давайте я вам открою страшную тайну. Я понимаю, что надежда на мир у всех велика, но я хочу сегодня поработать с тем, кто ее обламывает. Первые переговоры в Абу-Даби между российско украинской стороной при посредничестве американцев, там были и турки, и арабы и так далее, состоялись осенью, в сентябре 2022 года. И с тех пор идут непрерывно. Услышьте меня, непрерывно. Не было 3 месяцев ни разу, чтобы они не встречались. Более того, переговоры между Россией и Украиной идут с 2022 года по 5 различным трекам. 5 различным трекам, услышите, в разных местах. Просто это не афишировалось. У нас надували щечки, хмурили бровки и рассказывали, что мы запретили общаться с россиянами, никто не общается. А реально общались. Иначе у меня возникает к вам вопрос. А как бы пленных обменивали, если бы не было переговоров? Вот хотя бы это. Поэтому их просто в какой-то момент начали озвучивать, что вот они, переговоры эти есть, но они никогда не прекращались. И если они идут 1400 дней, там, 1340 дней, например, то чего бы они вдруг прекратились через 4 дня победой и договоренностью? Пока ничего не предвещает. Но на Зеленского же давит американская сторона. А насколько она может на него надавить? До какого предела? Ну, До сих пор все давление сводилось к тому, что он там хамил в ответ и рассказывал, что Трамп негодяй, да, я вас защищу от Путина и от Трампа, и народ радостно рисовал ему рейтинги. А пока у лидера эти рейтинги, он может хотя бы дутые, но рейтинги, определенная доля поддержки у него все равно есть. А если не у него, то у этого тренда, у этого вектора. Вот что самое главное. Есть же еще люди, которые не поддерживают Зеленского, но поддерживают вектор ни в коем случае не отдавать Донецкую область, как бы не мириться, продолжать воевать. Хотя и не поддерживают Зеленского. То ситуация будет устойчивой. Единственный вариант – это Америка захочет провести операцию против Украины военную, тогда да. А так пока нет.
А, Но это единственное государство, способное быстро разгромить Украину, они как Россия. Они как Россия. ну, оно Если... далеко, это государство, понимаете, то Да есть... нет, это все сильно понадобится. За 3 месяца соберут группировочку и за 3 дня успокоят очень быстро. И вопрос не в этом. Вопрос только в том, что они, конечно, этого делать не будут. Ну, поэтому и это является. Я озвучил это как вариант в анекдоте «Фантастика на втором этаже». Поэтому есть пределы давления дипломатии и даже спецслужбами на главу государства, воюющего государства с отмобилизованной армией и спецслужбами. Ну, есть пределы. Если это не твой враг, а числится в союзниках либо партнерах. На врага, понятно, можно надавить. А на союзников и партнера сложно. Если очень просто. Американцы, Зеленский очень плохой пилот с точки зрения американцев, но он сидит за рулем горящего самолета. И прежде чем пилота менять, надо посадить самолет. Вот они его сажают как могут, а пилота терпят все это время. Хотя он их достал уже до полусмерти. Но Алексей это еще Николаевич, Трамп. Я думаю, что Рейган бы гораздо быстрее решил проблему. Или Маргарет Тэтчер. ну, у Трампа много задач в мире, понимаете, обсудим еще, но тут... Его задачи в мире очень недвусмысленно связаны с ситуацией вокруг Украины. По сути, это ключ. Один из ключей. Решишь эту проблему, начнут и быстрее другие решаться. Растолкуйте. Ну как, есть единая связка. Ближний Восток, Израиль, Иран, Тайвань, Венесуэла, Украина. Вот 4 очага, которые сильно интересуют Трампа сегодня. Как бы если ты резкий сдвиг производишь в любой сфере, у тебя меняется переговорная позиция во всех остальных. Если это успешный сдвиг, то ты получаешь более сильную переговорную позицию по всем 3 позициям остальным, если любым. Если неудачный сдвиг, значит, ты ослабляешь. Если ты тянешь и не можешь решить, то все превращается в волынку и тягомотину. Ну, как бы... Ситуация с ну, внутренним давлением, да, на Украину. Ведь правы те, кто говорит, что осталось там полтычка, и Украину можно погасить. На выходных был случай, когда просто отвалилось все, рассыпалась связка между там, Западом и центром. Соответственно, там пострадали молдаване, там на Румынию не пошла электроэнергия. Все сделали шокирующий вывод. Погодите, так это что, мы туда гоним свет? Конечно, гоним, потому что, ну а как же без этого, да? Ну что вы? Нет, мы не можем его не гнать, потому что у нас атомные станции генерят, в противном случае их надо гасить и долго разгонять, а излишек надо сбрасывать куда-то, в этом проблема. И далеко не всегда его можно давать в дома, где перебиты трансформаторы, например, по дороге. Понимаете, в чем проблема? Станция генерит, трансформатор, например, в условную Одессу не работает в этот момент. Или станцию тормозить, вот тогда ее неделю будут глушить, как бы, да, условно, и неделю поднимать. Одесса на 2 недели будет без света. Либо сбросить в Румынию. Почему? Мы сбрасываем в Румынию, а румыны потом нам сбрасывают, когда нам нужно, и надо компенсировать падение и скачки мощностей. То есть, это не зрада, это не продажа, это обмен, который они нам помогают в ответ в ключевые моменты. Ну и чтобы не гасить атомные станции. Проблема в чем? Что атомные станции вырабатывали стабильную энергию. А тепло были маневры. Как это? Они для маневра применялись. То есть, когда идет скачок в городе, все пришли вечером с работы, включили телевизор, обогреватели, стиральные машинки и так далее, тогда тепловая генерация быстро компенсировала. Атомную нельзя так гонять. Она хрупкая вещь такая в этом смысле. Тепловые разбили, атомные дают стабильный приток, но они же должны куда-то его давать. И в это время россияне начали разносить трансформаторы, которые преобразуют переход энергии от электротока, от атомных станций для потребителей. И остаются какие-то линии, в том числе на заграницу, которые надо сбрасывать. Почему? Россияне не бьют по линиям на заграницу. Это не представляет для них интереса. Не потому, что они такие любезные, они просто не представляют интереса. Они сосредотачиваются на тех трансформаторах, которые внутрь Украины подают. Поэтому, чтобы атомную станцию не гасить, это чревато постоянно гасить ее, поднимать и так далее. Просто опасно. Мы сбрасываем на европейских потребителей. Они нам отдают обратно, когда мы требуем, когда у нас падение. То есть, все честно. Это не продажа Родины. Ну, Может, родины не продажа, но ситуация же катастрофическая внутри. Ситуация катастрофическая. Ну, специалисты, которым я верю, говорят следующее, что полностью погасить они не смогут. Что они смогут? Они могут делать большие блокауты. 3-5 дней полных суток отсутствия света. Света, воды, соответственно, отопления. Ну, в перспективе мы с вами пытались оценить 5 дней, например, при минус 26 по ночам вообще без света и отопления. Вот эти 3-5 дней способны сделать город нежилым. При совпадении определенных условий. Если удастся блокаут в Киеве, например, там, да, в Одессе, в Днепре, в Харькове, и при этом будут морозы тяжелые.
Если, два если. Два если – это слишком сложно. Если точно попадут, точно собьют, точно погасят, и если в это время будет морозы, и коммунальные службы не успеют, если и так далее. Но под такой опасностью мы живем постоянно. Она существует постоянно. Вот эти все разговоры российских военкоров, что Киев висит на одной сопле, ну, а там Кривой Рог, Одесса, Харьков, Днепр на двух соплях, там двух-трех соплях, то они в значительной степени имеют под собой основания. Но даже одну соплю надо уметь перебить. Раз, во-вторых, оно должно совпасть еще рядом факторов. Первое – сильный мороз. Второе – там, например, не умелые, неэффективные действия коммунальных служб и энергетиков. Слишком много факторов. Поэтому какой-то фактор обычно не срабатывает, какие-то сопли остаются и начинают энергетики поднимать так или иначе. Вот. Другое дело, что существуют очень проблемные места, та же Троещина в Киеве, например, где ТЭЦ погасили, и туда быстро раскинуть и подвести очень сложно. В других районах проще, там, в силу особенностей сети. Это да. Но хорошо, Киев уцелел, сидит по замерзшим квартирам, а Троещина вся уже не рабочая. Это что же не очень благоприятная ситуация, правильно? А кроме Киева есть другие города. Поэтому, да, это хроническая опасность. Она не носит катастрофический характер, но близкий к катастрофическому и способный на определенных условиях. Правда, им нужно еще совпасть. Это не просто совпасть. Она может приобрести именно катастрофический характер. То есть город становится действительно нежилым. Такой апокалиптический сценарий, вероятность его отлично от нуля, я бы сказал так. Она есть. И она постоянно висит угрозой. Угроза на самом деле колоссальна, потому что уровень экспертизы, знаете, на украинских экранах это, конечно, нечто. Канализация не замерзнет, потому что, ну, в общем-то, продукты жизнедеятельности, они теплые и согреют эту канализацию. Понимаете? Это вот такое исследование энергетики, как бы продуцируется в массы и говорят, что ребята, все нормально, выстоим, все как бы пройдем, а вот скоро весна. Но тем не менее, сегодня самая холодная ночь. И все ждут удара. Вот этого большого, стратеги там что-то перемещаются. А завтра Рютте приезжает. Ну, Рюты вполне могут поздравить и сегодня так отполировать Киев, что мало не покажется. Поэтому, да, я не исключаю сегодня ночью сильный удар. Может быть. А далее по последствиям его посмотрим. Хлопнуть дверью и сорвать Абу-Даби. Возможно в таких условиях? Понимаете, у нас эти процессы как-то разделились. В старые добрые времена одного заявления Федорова о том, что мы должны уничтожать 50 тысяч россиян в месяц под переговоры, было бы достаточно, чтобы сорвать переговоры. Но сейчас, видимо, Америка подобрала очень убедительные слова для России и для Украины одновременно, поэтому такие заявления не особо влияют. И удар особо не повлияет. Конечно, скажут про геноцид мирного населения, все вот эти правильные слова скажут, но переговоры как шли, так и будут. И с одной стороны, это радостная новость, с другой стороны, поскольку там особо ничего не достигается, Вот, я хотел, в ключевых вопросах, то как бы, ну и пусть себе идут. Хотел уточнить, так а о чем эти переговоры? Сегодня говорят о том, что уступки прям неизбежны. И вроде как по последней риторике Зеленского мы это тоже понимаем. Даже вот этот вот, играющий, кстати, на вашу версию, да, то, что вы объясняли немножко выше, что условно там 4 очага, 4 театра, надо где-то решить, изменится позиция по 3 другим. Даже вот сегодня Зеленский вышел и гордо заявил, что Украина признала КСИР террористической организацией. Тоже ведь туда, это же к переговорам сделано. Это ряд заявлений, сделанных к переговорам, да, что мы хотим... Сначала Ким заявляет, что мы устали, Виталий, да, и хотим, надо мир Украине. Зеленский выходит, говорит, что нам нужен мир. Это информационное обеспечение переговоров с украинской стороны. Грубо говоря, россияне говорят, ну, мы едем к вам, мы едем в Абу-Даби, мы едем к вам во Флориду. Ну, пусть они дадут какие-то сигналы, что мы не зря едем. Трамп звонит Зеленскому условно, там, говорят, ребята, дайте сигнал. Зеленский дает сигнал. Это всегда так бывает. А о чем переговоры? Сигнал – это же сигнал. Переговоры, ну, не ж хвастались там, что мы согласовали полностью послевоенное устройство. Между прочим, как бы, ну, это важная часть. Ее нельзя отрицать. Например, послевоенная там линия разграничения,
Отвод войск, размещение миротворцев и наблюдателей, что считать провокацией, формы контроля. Это же тоже нужно все обговорить, правильно? Это тоже часть переговоров. Единственная разница, что все это можно было бы радостно оговаривать после прекращения огня, а не до прекращения огня. А прекращением огня является ключ, судьба оставшейся части Донбасса. Возможность прекратить огонь на сегодня существует только в случае вывода украинских войск из Донбасса, с территории Донбасса. Все остальное – это продолжение войны и продолжение переговоров на здоровье. Сколько хотите переговаривайтесь. Какой-то позитивный момент это в себе несет. Грубо говоря, когда российские войска захватят Донбасс, или мы все-таки выведем войска из Донбасса, и возникнет почва для сделки, оказывается, все остальные вопросы уже согласованы. Это тоже приятно. Это сильно ускоряет мирный процесс. А так могли бы еще 2-3 месяца переговариваться. Ну, то есть Донбасс возьмут военным путем. Я не знаю, возьмут ли вот и военным путем, но это вполне вероятный вариант. Более того, я бы сказал так, это на сегодня наиболее вероятный вариант решения оставшейся части судьбы Донбасса, нежели любой другой вариант. Давайте о фронте поговорим, потому что очень ждут обзоры фронта от Алексея Арестовича. Давайте начнем с севера, потому что оттуда тоже приходят новости. На севере страны, значит, появляются вновь новые, так сказать, заходы на территорию Украины по приграничью. Вот там населенный пункт, который туда заходили, помните, мы с вами его обсуждали, теперь пошли немножко севернее. В общем, начнем с Сумской области. Да, Сумская область. Начинается вот это продвижение, ну, опять-таки, да, обеспечение буферной зоны. Понятна. Российская сторона, тактическая логика – это захват и удержание лесного массива, потому что в условиях войны в поле лес представляет собой более как это благоприятное место для обороны или исходного района в случае продолжения наступления, нежели чистое поле. Все-таки в ветках путаются, всякое такое, наблюдение затруднено и так далее. Осколки задерживают деревья, как ни крути, и прочее. Есть подручные материалы, в отличие от чистого поля. Они борются за лесной массив, который позволит им стоять. Второе – это создание буферной зоны, выполнение одной из политических задач, поставленных политическим руководством России. Третье – это разматывание наших резервов. Суммы областной центр, создание постоянной угрозы областному центру заставляют украинское командование держать там хорошую группу резервов, противодействовать. Значит, эти резервы не едут на те направления, которые российское командование считает ключевыми. Славянская, Краматорская и Запорожская. Вот такая логика, иерархически. Лес, буферная зона, размотка резервов. Там какой-то сегодня выходил... Сегодня, в общем, очень много интервью, как у них, наверное, начало месяца, такой план, медиаплан, очень много интервью ментов, понимаете? От больших начальников до начальников поменьше. И вот один из них выдал из Харькова, который, да, Харьковскую нацполицию возглавляющий, что вот смотрите, в Сумах больше люди похожи на русских, чем в Харьковской области. И никто не понял этого заявления, потому что, ну, елки-палки, Сумы, Харьков, ну, в общем, приграничные города, ну, области, да, территории, которые страдают от перехода границы, от боевых действий. Но, тем не менее, мы позволяем себе на пятый год войны скоро будет, да, позволяем себе такие выражения. В книге Дмитрия Корчинского «Война в толпе» есть забавный эпизод. Он описывает свою революционную деятельность в Киеве, там, в конце 80-х еще. И вот после драки с российскими какими-то националистами, там их задерживают и садят в одну камеру милиция. И он говорит, у них в рядах был такой львовянин, и он, значит, начинает доказывать россиянину, сидящему напротив на нарах, о том, что они произошли от татар и вообще как бы генетический мусор еще тогда. Но, говорит, ирония судьбы, пишет Корчинский, заключается в том, что львовянин был такой, как очень многие, ну, есть такая там, не очень многие, но есть такая порода, татаркуватии, то, что называется. Ну, то есть маленький, черный, кривоногий и так далее. А тот, на кого он нападал, доказывая, что тот генетический мусор и вообще, как это, ущербная раса, был, говорит, 100 метров 90 голубоглазый блондин с прямым носом и подбородком, хоть на плакат. Ну, Корчинскому тогда юмора на это хватало, сегодня не хватает, видимо. И так далее. Я к тому о том, что быть похожим больше похожим на русских. Надо спросить, а что есть преступление такое в Криминальном кодексе Украины? Быть похожим на русского? Это как?
Ой, ну да, тут такой момент. Продолжим. Харьковская область. Значит, Харьковская область. Я страшную тайну открою ему. Не знаю, как его зовут, господин полковник или генерал, кто вы там. Сырский, очень похож на русского. Вы там займитесь, как полицейский, не допускайте, чтобы вот это чудо разъезжало, похожее на русского, по территории Украины. Более того, ходят слухи, и я в них лично не верю, что он вообще русский. Больше русский, чем житель Сумской области, да? Гораздо больше русский, чем житель Сумской области. А национальная полиция до сих пор не бьет в колокола и не предпринимает мер. Вы не дорабатываете, полицейские. Вас для чего назначали в полицейские? Чтобы вы нас защищали. У вас целый русский, ездит в форме, пользуется всеми благами ветерана войны, как бы, да, наверное, доп-паёк получает, и при этом очень похож на русского, а возможно, даже в принципе русский. Где патрульная полиция? Почему не остановит кортеж Сырского и не спросит, кто там у вас русский? Рассчитайся. Раз-два. Харьковская область, Волчанское вот это направление, насколько тормознулось, потому что вроде как туда на Семеновку, ну, как бы пробились, да, вот там. Но, в общем-то, оттуда новостей пока таких мы аховских не слышим. Насколько вообще сейчас ситуация по смыканию, о чем вы неоднократно говорили, Ой, смыкание харьковских? – это голубая мечта. Они должны сомкнуться на эти две группировки на Великом Бурлуке по их замыслу. Овладеть плотиной, там, разбитой до этого, и вообще все взять под контроль. Но это голубые мечты, до этого очень далеко. Нету ряда сил и средств. Вообще 6-я танковая армия, которая героически там наступает на востоке Харьковской, одновременно на Купинской и так далее, слишком размазала свои немногочисленные силы. У них не особо есть сил для того, чтобы там решать задачи. Поэтому я когда говорю, что они хотят сомкнуться, это такая перспектива, типа Илон Маск хочет на Марс, примерно вот такая же. Когда-то ж полетит, когда-то сомкнут, наверное. Может быть, и нет. Купянск и ситуация вокруг Оскола. Ну, в Купинске как бы нашумевшее видео некого подполковника Ковалева Угу. Анатольевича, он по совместительству является моим училищным другом, с которым я провел время 4 очень непростых года, а потом мы с ним еще служили в 18 году и так далее, и так далее. Так вот, я его очень хорошо знаю, подлеца. Он нашумел. А нашумел он специально, чтобы показать, что Купинск-Узловой, который взяли российские войска, по заявлению Герасимова, находится под контролем украинских сил. Там была локация. Определили локацию, где он снимал. Это центр Купинска-Узлового. Поэтому, конечно, он не находится под контролем российских сил. Этот маленький эпизод показывает, что как непросто получить достоверную информацию, казалось бы, даже в 21 веке. Правильно. Что обе стороны немного искажают ее. Это искажение носит как объективный, так и субъективный характер. Объективный, потому что часто есть через полосица взаимное вклинение, военное это называют. Вот. То есть обе стороны могут смело заявить, мы в этом городе или населенном пункте. Да, это правда. И те в этом городе, и те в этом городе. Второе. А что такое в населенном пункте? Сегодня считается угрозой 30 солдат противника, которые там группами по 2-3 человека расселись уже где-то в каком-то населенном пункте. Это, в принципе, уже неприятность. И если добавится еще 30, можно уже и не выбить, если нет соответствующей концентрации сил там, с нашей стороны или с их стороны. И так далее. А третье – привирают. Почему привирают? Потому что российское командование, все очень многие принято смеяться над Герасимовым и над Путиным, который говорит, что мы взяли Купинск и прочее, прочее, прочее. Это люди, которые неграмотные делают. Либо для неграмотных людей. Вот, а часто неграмотные для неграмотных. Потому что, когда выходят и заявляют на фронт в 1700 километров начальник генерального штаба и верховный главнокомандующий российских вооруженных сил, заявляют несколько раз, что населенный пункт А, Б, Покровск, Мирноград, Купинск под нашим контролем, это надо понимать не как вранье своим наивным россиянам, не способным получить реальную информацию, или там всему миру, а как информационную операцию, которая является обеспечением реальных военных операций. Например, придание определенному населенному пункту политического веса и значения, избыточного по отношению к реальным военным целям. Для чего? Для того, чтобы украинская сторона, как она обычно делает, поступила реактивно, в свою очередь придала этому избыточное политическое значение, а дальше российские генералы знают, что делает украинская сторона. Она заставляет всегда гнать туда военных.
В этот Поэтому раз получилось или нет, как в вы этот думаете? раз в некоторой степени получилось. Ну, тут в Купинске получилось как, что когда наших военных туда пригнали, они удачно пригнались и трошки вломили российским военным. Как бы, да. Поэтому там через полчаса и борьба продолжается. Но так получается далеко не всегда. Поэтому это элементарная ловушка, просчитанная с 22 года. Российское командование прекрасно знает, что если заявить что-то пафосное и пообещать привести туда журналистов, туда приедет вся королевская конница и вся королевская рать украинская, потому что Зеленский и наши телеграм-каналы сразу захотят посрамить Россию. И туда приедут резервы, которых не хватает на других направлениях. А это так приятно, когда ты знаешь, что будет делать противник. Это называется рефлексивное управление. Герасимов защитил по нему докторскую работу по рефлексивному управлению противника на войне. И, в принципе, они аккуратно пробуют локтем и ногой эту воду, и у них неплохо получается. И стоит отметить, что если мы пойдем южнее по линии фронта, после вот этой истории с Купинским узловым, пришло в движение вот это место, да, это Загрызово, населенный пункт, Мгм. и вот это тоже очень и очень интересно. Это только по картам Deep State, которые отстают, А вы понятное увеличьте дело. масштаб, пожалуйста, потому что... Ну, так, А, чтобы уменьшить, вернее, это, чтобы я видел общее начертание. Ну, то есть, уменьшить, да, вот здесь. Не-не-не. Ну, я вижу, все уже, я Купинск уже... южнее Смотрите, да, Купинского узлового. это уже рассечение группировки, так называемой. Еще недавно она не была рассечена. И героическое смыкание вот этих двух вклинений. Почему? Потому что нужно создать плацдарм, который не простреливается, например, ствольной артиллерией. Он приобретает сразу устойчивость, и что? Противник может выливать резервы и дальше по направлениям. По некоторым злые языки я, конечно, не верю. Утверждают, что это как раз зона ответственности славного третьего армейского корпуса, который должен всех нас поражать, как утверждают добрые языки, своей доблестью и непереможностью. Но, как вы видите, война немного сложнее, чем в рекламной ролике. То есть мы здесь что имеем? Условная, да, такая спецоперация с героическим видео из центра Купянского узлового приводит в движение вот эти две Нет, оно не достаточно... приводит. Это плановые боевые действия, не имеющие отношения там, к Купинску. Купинск сильно севернее. Логика там своя. И она заключается в том, что это крупнейший железнодорожный транспортный узел, как бы, да, и крупный город, поэтому по меркам театра военных действий, а значит, из него можно сделать очень серьезный опорный пункт и исходный район для продолжения российского наступления. Поэтому за него идет своя борьба. Борьба, касающаяся стыка Харьковской и Луганской областей. Вот. А ликвидация плацдарма нашего правее, восточнее, простите, реки – это отдельная вещь. Они сумели растечь по двум направлениям, а если южнее посмотреть, то там третье должно наметиться. Посмотрите Ну, внимательно. Вот третье, там, видите? Да. В третье, общем, смотрите, вовсю, вот именно вот ситуацию здесь, на этом участке фронта, мгм. вовсю характеризуют как прям операция по походу на Славянск. Это и Потому, есть операция по походу на Славянск. Потому что и там сконцентрированы самые серьезное продвижение. Deep State посчитал по январю месяцу по квадратным километрам. Россияне дают цифру в 2 раза больше, украинские официальные источники, да, говорят, в 2 раза меньше. Но основная активность именно здесь, именно вокруг Светогорска, на подступах к Славянску. Посмотрите, примерно чуть больше года назад там стоял Азов, МГУ Азов, которым Прокопенко командует. И они, когда пришли туда на ротацию, быстренько навели порядок в Серебрянском лесничестве, даже контратаковали, ходили там, отодвигали границы и не пускали противника. А потом, когда возникли вот эти уши на Доброполе, помните? А перед этим проблемы с Часовым Яром, их сначала сдернули частично на Часов Яр, а потом сдернули на Доброполе. И туда засунули бригады ТРО, которые не смогли противостоять противнику. И то, что содержалось больше 2 лет, Серебрянское лесничество, произошел скачок, противник продвинулся, и остановить его сложно, не получается. Таким образом, мы видим 3 рассечения вот этой группировки, условно, от Купинска до Лимана, точнее, вот этой операционной зоны. Если так дальше будет продолжаться, рассечения начнут смыкаться в какой-то момент, и когда противник станет по осколу, получится, что он станет на естественный рубеж. Выбивать его оттуда будет очень сложно. Что может сделать российское командование? Оно может остановиться на этом рубеже и перебросить силы и средства на одно из важных направлений. В данном случае, например, Славянско-Краматорское. И усилить там группировку.
Потому что через речку его выбивать и штурмовать у украинской стороны не хватит сил. Поэтому вот это общий их стратегия, замысел оперативный на этом направлении. Славянск и Краматорск. Да. Формирующие операции в общем смысле закончены там. Посмотрите южнее. Вот идет на Лиман, видите движение? На Лиман есть движение на Яровую, вот туда, на Дробышево. Как бы, Мгм. да, язычок. А если смотреть южнее, то Часов Яр, Константиновка, вот эта вся история. Значит, будет вот этот оперативный балкон сформирован с севера и с юга, причем с севера он сформировался раньше, чем ожидали. Все ожидали, что с юга сначала Константиновка, потом Душковка, север будет долго подтягиваться, но из-за провала на Серебрянском лесничестве вот как раз эта история произошла. А почему? Напоминаю. Потому что раздергали резервы боеспособные. Тот же Азов. Вот так посмеетесь лишний раз над заявлениями Путина и Герасимова, что где-то у них там успех. Это в том числе делается для этого. Точнее, в первую очередь это делается для этого. Теперь смотрите. Рефлексивное управление нашими стратегическими умами. Ситуация сформирована. В принципе, это уже начало перехода к славянско-краматорской операции. Причем основные усилия будут с севера, но мы ждем рассекающих ударов вдоль дороги Бахмут-Славянск, вот там, где вот стрелочка нарисована. Взятие Константиновки, взятие Дружковки и потом туда, вот на Краматорск. Ну и с севера. То есть с трех сторон он будет охвачен. С севера, с востока и с юга. А параллельно противник потихонечку, очень медленно, но радостно пытается двигаться на Барвинково, чтобы пресечь железнодорожное снабжение, взять станцию. Это от Покровска наверх. Там, где вот эти уши и были, которые якобы срезали, но на самом деле они теперь двигаются. Продолжают двигаться, но просто боевыми темпами, а не пропагандистски. Ну и кроме того, уже третьи сутки в информационном пространстве, о чем идет речь? Что трассу на Павлоград уже полностью под ударами, где шахтеры погибли, собственно говоря, под ударами российских дальнобойных дронов. Дистанция до 50 километров. Почему наносят дроны удары беспорядочно? Не А это разбирать. беспорядочно, Алексей Николаевич? В Те удары, значительной которые... степени, да. Все-таки автобус не представляет собой боевую технику, правильно? Прямо так Нет, вот погодите, там были по удары по началу. пикапам, по грузовым Нет, военным автомобилям на этой же безусловно, и трассе. по топливозаправщикам, но по автобусу все-таки ударили. То есть это почему? Это потому что так часто делают, когда дрон уже там сдыхает, и надо куда-то его деть, но не бить же им землю, правильно? Ну, хоть какую-то цель. Во-вторых, это создание чего? Паники, информационного резонанса, и тоже является жестоким, бесчеловечным, но элементом ведения боевых действий. Это означает, что нам гасят линию автомобильного снабжения. Это уже не секрет, потому что это было заявлено представителями военного команды. Неформально, но выступали там отдельно говорящие головы военные, рассказывали, так это же наша линия снабжения волонтерские, как так? Соответственно, смотрите, они выбрали это направление. В разведке или в военном деле это называется направление сосредоточения основных усилий. Рубикона на весь фронт не хватает. Если Рубикон приехал на какое-то направление и начал там радостно летать, и успешно, и эффективно, это означает только две вещи. Может означать. Первая вещь. Они имитируют для того, чтобы мы сосредоточили силы и средства, отвлекли их от какого-то другого района. Второе, они выполняют реальную задачу команды. В данном случае, учитывая, что это основная линия снабжения, в отношении ее имитация не предпринимается. Это значит реальные боевые действия. А теперь давайте спросим себя, а что такого хочет российское командование и каков его дальнейший замысел, если они решили пресечь основную линию автомобильного снабжения от Днепра на Донецкий театр? Давайте с 3 раз догадаемся. Взять Славянск и Краматорск. Я бы сказал так, ограничить возможности по снабжению той части украинских сил, которые прикрывают Славянск и Краматорск с запада. Это группировка. Они рубят это снабжение. Там два снабжения. Барвинково и это. Поэтому их задача пресечь снабжение. Они, значит, таким образом создать перевес и двинуть вот это вот уши туда на Барвинково. Тогда они отсекают железнодорожный узел, либо ставят его под угрозу. И таким образом охватывают Славянск и Краматорск с запада. Существенным образом осложняют его снабжение. И это еще одна формирующая, может быть, финальная формирующая операция для взятия, для освобождения, в кавычках, как они говорят, Донбасса целиком. Вот это логика на этом направлении. Они создают отсечный фланг по снабжению. Отсекают. Еще одна причина, потому что там накопаны укрепления.
и штурмовать Укрепление, флот погодите, наши. накопано где? Вот там, где ваши линии провели, там как раз вот и укрепление. Это По Запорожью, да. тоже не секрет. А по Днепру И там вопросы на самом деле. не-не-не-не-не-не, не внизу, а вот там, где Славянский Краматорск, западнее. Вот здесь, я понял. Соответственно, российское командование, учитывая, что оно прорвало эти укрепления южнее, в районе Покровска, Мирнограда, оно может обойти западнее эти укрепления, чем штурмовать их в лоб, либо идти по самим укреплениям. То есть, это очень соблазнительная история. Именно поэтому туда приехали усиленный наряд сил и средств российских беспилотных систем и начали работать по логистике. Если они начали работать 3-4 недели назад, значит, ближайшей целью является движение туда на север. Охват с запада. Обход укреплений. Таков замысел, скорее всего. Yes. Детальнее давайте, скажем так, продвинемся по югу и посмотрим на Теперь Запорожье. юг. Давайте юг. Ну, не совсем юг, там надо граница Днепропетровска. Вот там, где вот нижняя стрелочка у вас нарисована из 3, видите? Угу. Вот это тоже направление, по которому наступают российские войска. И задача охватить группировку, обороняющую южную часть Запорожского фронта, нашу, в том числе там хорошо закопались, охватить с северо-востока. Для того, чтобы заставить наши войска сражаться с перевернутым флангом, это вот обеспечивается, видите, вот там, где вы сейчас держите курсор, вот этим направлением, фланг слева. Либо что? Если еще севернее пройти, то еще и с перевернутым фронтом. Это голубая мечта любого полководца. Наши войска будут вынуждены отступать и доворачивать фланг. Таким образом, теряя устойчивость на Южном фронте, на который тоже оказывается соответствующее давление. Кроме того, российские войска продвигаются успешно вдоль Днепра. У них там было продвижение тактическое ближе к Запорожью. И там фактически самое короткое расстояние от линии боевого соприкосновения до города Запорожье, уже насчитывающее менее 20 километров по некоторым данным. Вот. Напоминаю, что серая зона – это зона, где уже ведутся интенсивные боевые действия. А серая зона дальше, да? Да, вот она, видите, нарисована. То есть красненькая – это тоже уже устойчиво к противникам, а серая зона еще дальше. Вот это их цель и задача на запорожском направлении. Вы всегда останавливаетесь на Херсоне отдельно. Да, Херсон. И меня всегда это, если честно, немного пугает. Почему? Я объясню. Потому что, это вот как, знаете, мы на прошлой неделе с вами, помните, говорили о трахте-бедохах. Вы давали комментарии, я у вас так морализаторски спрашивал. А потом просто вывернулось то, что там мы получили на прошлой неделе прям умопомрачительную информацию. Вы говорили там и причем заблаговременно, да, вы там определенные вещи там по СЗЧ, по ТЦК, и вот мы там проходит неделя, и мы видим ряд заявлений, ряд ситуаций, ряд таких вещей, да, которые там в тылу происходят, которые с военными происходят. Вот сейчас вы постоянно говорите о Херсоне. Такое ощущение, что, простите, Алексей Николаевич, что-то ждете. Я ничего не жду. Если бы я ждал, я бы сказал. Я просто в дань уважения сражающимся Херсону. Смотрите, я не люблю культ и люблю теневые зоны культа. Вот когда что-то начинают сильно педалировать, то мне хочется немного поставить его на место и вспомнить о тех, кто как бы в тени был, да. Вот у нас же герои только штурмовики часто бывают, правильно? А вот связисты, тыловики, штабные, это типа мусор там в этом. И и я тогда всегда говорю, что для победы тот, кто выдавал портянки, сыграл ничуть не меньшую роль, чем тот, который штурмовал посадки. А может быть и больше в чем-то, если посмотреть. Соответственно, все внимание приковано основным ключевым точкам. Краматорск, Славянск, Запорожье, да, даже Сумы, Харьков и так далее. А Херсон как бы не в части. Но войска, сражающиеся в Херсоне, и мирные жители точно так же несут потери каждый день. Город под непрерывными ударами находится. Люди потерпают очень конкретно. Но Харьков постоянно на устах, Киев постоянно на устах, Сумы на устах, а про Херсон и не помнят. Поэтому это чисто дань уважения сражающимся херсонцам и войскам, которые там держатся, или наоборот, держатся херсонцы и сражаются войска. Это я упоминаю не потому, что там какие-то военные происходят, активные действия и так далее. Но просто вот это, знаете, вот неблагодарный фронт. Вот как во время Великой Отечественной или Второй мировой было так, что все сражаются там за Сталинград, Курск,
А Волховский фронт, он как бы типа ни при чем. Там где-то, понимаете, да, и так Ну, далее. логика ваша понятна, Алексей Но Николаевич. вот Однако, заметьте, «А зори здесь тихие» написано было именно по непопулярному фронту, да, и стало одним из символов войны. И вот я пишу свои маленькие «А зори здесь тихие». смотрите, тут очень важный эпизод, который, среди прочего, среди прочих атак, да, вот мы можем, конечно, отметить, ну, и то, что там Deep State отмечал, то есть вот здесь, да, идет вот атака немножко, ну, как бы выше по Днепру, да, вот выше в эту сторону, но был очень интересный эпизод. Значит, из-за непогоды ли, из-за рукопопасти ли, трасса Жопорокости? Николаев-Херсон, там завалились антидроновые сетки, причем в таком очень серьезном количестве. Соответственно, мы понимаем, что эти антидроновые сетки и вот эта артерия Херсон-Николаев ключевая в контексте вообще продолжения оборонительных действий, о которых вы часто упоминаете в своих обзорах, вот по понедельникам в наших эфирах. Как вы думаете, если какие-то, ну, вот все-таки будет этап активизации серьезного обострения на Херсоне, на направлении Херсон, то, я так понимаю, этот участок, эта артерия пойдет первой? Я не знаю, по какой артерии будет воздействие оказываться. Может быть, Херсон, Кривой Рог, там, да, вот туда куда-то и так далее, по этому направлению. Но то, что будет гасить Херсон, Николаев, однозначно, конечно. Такова была логика первого года войны, когда сражение шло, и да, была история. Именно вдоль этой дороги наступали украинские силы, в частности. Ну, как завалили, так и поставят, если там есть кому ставить. Это уже задачи военных, задачи местной военной администрации и так далее. Ну, так видите, как Ким говорит, давайте, хватит, мы уже навоевались. Ладно, Ким. Помните вот эту подругу из медсанчасти, ну, такая правильная, патриотичная, которая говорит, мужик, который не служит, не мужик, такие заявления собирают на дроны, собирают на медицину. Такая есть, Михайлова. Кредит еще она взяла на Мерседес. И говорит, что вы вот это меня тут скандал устраиваете? Взяла кредит, имею право. Гели, ну, ГЛЕ вот этот, который, ну, красивый такой, женский, беленький, в кредит. Она выходит и говорит вообще страшные вещи. Если Украина решила воевать, ну, типа, до того как момента, когда вернет свои территории, то боевые действия перенесутся под Ужгород. И многие уже начинают вторить и как бы говорить о том, что хватит, давайте как есть. Мы истощены, Украина искалечена. А ремонтировать как раз-таки некому. Людей как раз-таки нет, потому что это же Михайлова, говорит, на 30-ку пополнение, 10 доходят до частей, и там кривые, косые, кто не может убежать в СЗЧ. А кто имеет руки-ноги, тот в СЗЧ и валит. Ну, давайте по порядку. Первое. Все эти говорящие головы военные, околовоенные, они же озвучивают свои страхи. Первое, страхи о нереальное положение вещей, и второе, точно нереальные цели Кремля. Страхи понятны. Сначала ты пузыришься, рассказываешь про биомусор, а потом проигрываешь биомусору, и что с тобой делать? В эмиграцию в Париже, в лучшем случае. Ну, вот во Франции сложно будет собирать на белый Мерседес. Они это подозревают. Поэтому можно еще не доехать до Франции. Поэтому я вам предскажу погоды. Хотите, предскажу погоды? Переоденутся все эти воеваки головой и ртом с такой скоростью, что вы даже себе не представляете, когда сменится генеральный курс. И вот это звуки дикой природы, которые они издают сейчас, это эхо будущего очень быстрого переобувания. Станут за мир быстрее, чем все ухилянты вместе взяты. Раз. Второй момент. Ну, не дойдут до россияне, до Ужгорода, сразу вам скажу. Потому что у них нет таких целей и задач, они прекрасно понимают, что это нереальная задача. Абсолютно нереальная. Они даже Херсон не возьмут, потому что для этого надо откуда-то взять 1100 войска, поставить их на южные рубежи и быстренько переправиться. А потом еще удерживать эти рубежи, имея за спиной водную преграду. Они один раз это попробовали и понимают, что у них как-то не очень это получается. Не хватает ни технических средств, логистики, ничего для того, чтобы там неблагоприятный театр, для того, чтобы снабжаться через Днепр с низкого берега на высокий. Поэтому они будут провозглашать, что Херсонская область целиком их, но брать Херсон не будут. Ну, это если в случае не будет катастрофы и вообще Но воевать если будет некому страшная не будет. катастрофа, тогда они могут пешком дойти до того места, где в них выстрелит ближайший партизан. Но
Я сомневаюсь, что они будут это делать, даже если сейчас вообще испарятся все ЗСУ. По одной простой причине. Администрация послевоенных, администрирование такого количества послевоенных траекторий, вернее, территорий не входит на данном этапе в их политические цели. И экономические тоже. Не входят. Они понимают, что они не переварят. Насколько мне известно, по внутрироссийским дискуссиям наибольшим противником быстрого расширения является Кириенко, который отвечает за оккупированные территории в частности, потому что он-то знает, какие бюджеты вливаются в уже существующие территории, как в бездну. И добавить к ним еще, ну, для примера, в прошлый 24 год 120 миллиардов залили в оккупированные территории и не заметили. Как в песок, они сказали уж. Ну, возьмут они в 2 раза больше, еще 120. 240 каждый год миллиардов – это даже для богатой России очень много. Поэтому они прекрасно понимают пределы своих экономических, прежде всего, возможностей, административных возможностей по контролю, вот, степень лояльности населения, степень возможного сопротивления или нелояльности на уровне саботажа. Поэтому они не хотят брать лишнее. Это же разумные люди, понимаете? Они не хотят брать лишнее. Их желания предельно понятны и просты. Донецкого. Потому что это можно объявить целями войны. Мы защитили так называемый ДНР и ЛНР, и все, вот освободили и прочее, прочее. И так далее. А снабжаться, взяв Херсон снова через раздолбанный Днепр, ну, такая история себе очень печальная. Они пробовали, им не понравилось. Вот и все. Поэтому страшилки страшилками, а реальность реальностью. Что касается обледенелости и все прочее, ну, хай там кем занимается. Ну, вы видите, ему интересно про политику поговорить. У него спрашивают, а ты перекрасишься, не Но перекрасишься? все-таки же ну, не только про политику, наверное, какие-то задачи он решает по месту определенно. Так, приходит, ну, это как бы не новость, Умеров, Буданов, Кислица, Гнатов, Бевс, Арахамия также принимает участие в переговорах, добавляет Зеленский, то есть, ну, в общем, назначили состав мало чем отличается, непонятно, чего ждать от этих переговоров, но Алексей Арестович ничего не ждет в плане какого-то прорыва определенного, но что вы скажете по поводу внутренней кухни в офисе президента на фоне этих переговоров? Только Буданова назначали. В принципе, нам так и говорили. Буданов, в общем, погонят его. Да? Принеси туда, не знаю, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И, собственно, он будет зашиваться по этим всем переговорам. И функционером не станет. А функционером теневым остается чернокнижник Ермак. Что это вдруг выходит Мендель? Зачем минусует Ермака? Что это такое? Это как кто не пнул упавшего в ухо, да? А упавший Ермак. Что тогда из себя представляет Буданов на фоне вот этих скандалов? И как вы оцениваете сейчас ну, те процессы, которые в офисе Зеленского происходят? Ну, давайте так по порядку. Почему Юля вышла, никто не знает. Даже чернокнижники, собирающие воду с тел, как коммунисты. Вот. Может, знают какие-то тарологи, но надо к ним обратиться и так далее. Она человек творческий, вполне могла выйти от чистого сердца, просто без всякой задней мысли. Это и к тем, кто считает, что все делается только по заказу, или потому что попросили, или деньги заплатили. Многое делается по заказу, и потому что деньги заплатили, но не все. Мог быть чистый порыв души. Второе. Кто там реально сейчас... А какой порыв души? Ну, послушайте, вы работали в те преснопамятные времена в офисе президента. Вы тоже были советником. Получается, как бы советником Ермака. Она была пресс-секретарем президента, на секундочку. Это немного другие вещи. Нет, но я о том, что у вас же не было такого порыва души за эти годы, уже не работая в офисе президента, чтобы рассказать о тайных ритуалах или каких-то трупах и мертвецах. Я ничего не знал про тайные ритуалы. Я только видел у них фенечки, висящие в немеренном количестве на руках. Вот. Второе, как бы, ну, понимаете, когда Ермак при власти и многое может сделать с тобой лично, плохого, хамить ему в эфирах, это как бы, это хороший тон. И рассказывать, какой он подлец. Но когда его сбили, и это преследуемый человек рассказывает, что какой он был подлец, я не из числа любителей этого жанра. Я люблю хамить людям, когда они обладают властными полномочиями. Санкции на тебя могут наложить, например. Неприятности какие-то сделать. Вот тогда можно говорить им, что ребята, вы не те.
Когда Зеленского собьют, я тоже перестану его сильно ругать или вообще перестану ругать. Я буду уже с сожалением высказываться. Потому что, ну, пинать сбитых – это не моя история. Кому-то нравится, мне не нравится. Это раз. Что касается Буданова. Значит, всю судьбу Буданова, нынешнюю, будущую и в значительной степени прошлую, то есть как его будут оценивать деятельность, зависит от одного фактора. Насколько он сможет стать самостоятельной фигурой. В ГУР он заходил как фигура очень в значительной степени управляемая. Я его очень давно не видел. Не знаю, какую эволюцию он совершил лично. И насколько он ныне является самостоятельным. Если он сможет себя оградить от влияния тех лиц, которые на него влияли в значительной степени, и под влиянием которых он наделал огромное количество глупостей, а знающие люди говорят, граничащих прямо с преступлением уголовным, то это одна история. Политики прощают и не такое. Если не сможет и останется фигурой управляемой до некоторой степени, причем из разных центров, то это совсем другая история. Чтобы оценить степень его реальной управляемости, надо находиться в ближнем его окружении, либо иметь информатора в ближнем его окружении. У меня нет ни того, ни другого. Я не в состоянии выдать сейчас ему реальную оценку, что он собой представляет, куда он ездит. Могу сказать, что наблюдая за его карьерой, у него значительная доля самостоятельности была. И зерна некоторой самостоятельности и даже ростки вполне себе прорастали. Когда я уходил, и я хорошо знал, что вокруг него творится в то времена, и с ним соотношение управляемости и самостоятельности, как мне кажется, было 40-60. 160 управляемости, 40 самостоятельности. Вот сейчас не знаю, просто не готов. У меня нет реальной информации. Второе. Еще один момент. Даже самостоятельность не означает резкую возросшесть эффективности твоих решений. Они могут быть самостоятельными, но неэффективными. Правильно? Может же быть такое. Мы не можем измерить степень эффективности его сейчас. По крайней мере, я не могу. Я знаю много примеров неэффективности из прошлого. Кем он станет на должности главы офиса, куда его двинет нелегкая судьба, насколько он сможет поставить на место бывших друзей и друзей в кавычках, насколько он научился, мы не знаем. Сейчас принято носиться с восторгом, делать из него одного из спасителей, как недавно делали из меня, делали из Залужного и так далее, потому что толпе, которая жаждет прекращения всего покоя, всегда нужен кто-то, кто представляет собой островок стабильности. Буданов хорошо держится. Его безэмоциональная манера говорить, специфический юмор, вот эта трансляция уверенности, что все будет хорошо, разумные и своевременные заявления – это сильные его стороны. Сильные его стороны. Его некоторый авантюризм и как бы склонность решать задачи, не считаясь ценой, моральной или там, в жертвах человеческих, это где-то сильная, где-то слабая сторона. Его подверженность советчикам разного калибра и масштаба – слабая сторона. То есть он Ну, подвержен да. советчикам. Был подвержен в значительной степени, скажем так. Ну и тогда у него были позывы к самостоятельности. Он не был марионеткой никогда. Подвержен – это не означает, что он брал под козырек и выполнял. Я лично ему желаю всяческих успехов. Как бы, если бы он сумел обеспечить себе самостоятельность и эффективность за счет набранного опыта, мышления, обучения, бесед с умными людьми, окружения себя умными людьми, Украина бы получила хорошего, качественного управленца. И не на маленькой должности главы глава офиса президента. Что он собой реально представляет? Сумеет ли он измениться? Насколько люди могут меняться на данных условиях? Так это много знаков вопроса. По прошлому Буданову я готов выносить оценку. Поныне я ее только что вынес. По нынешнему Буданову или перспективному Буданову не готов. Слишком много факторов. Это может быть его идея энергетическое перемирие, как там тиражируют Нет, сейчас это чисто Трамп продавил, я уверен. Он мог быть, скорее всего, горячим сторонником или даже где-то предложить. Но, во-первых, она висит в воздухе с апреля месяца. Трамп первый же предлагал тогда энергетическое перемирие. Нет, имеется в виду, смотрите, вот Да. американцы, а давайте вот так вот выйдете, скажете, и вот их представляете, Нет, какие вы американцы человеколюбивые. Ну, то американцы есть, схитрил ли Буданов в этот момент? Так это как-то? не работает. Американцы будут полными идиотами, если позволят собой управлять Будановым даже на уровне идей. Вот. Поэтому энергетическое перемирие впервые возникло еще в апреле, как идея, 2 месяца после инаугурации Трампа. Второй момент – это то, что
И тогда оно могло быть подано Будановым. Мы не знаем до какой-то степени. Но в любом случае американцы принимали решения сами, потому что первое, чему тебя учат в политике, если учат и в спецслужбах, это никогда не работать на чужих условиях и на чужих идеях. Помните, в «17 мгновений весны» есть такой популярный пример, когда Штирлиц заметил за Шелленбергом интересную историю, что он отдельные идеи своих сотрудников он принимал во внимание, ничего не отвечал, потом месяц ждал, а потом подавал их как свои, но так увязывал с комплексом общих задач, стоящих перед Рейхом, столько нюансов давал, так все связывал с текущими задачами, что никто не мог его заподозрить в примитивном плагиате. Вот это класс игры, так это и делается. Ну, они могли снять идею у Буданова, у Петрова, Иванова и Сидорова, кого угодно, но подадут ее американцы только как свою, и как сделает любой самостоятельный соображающий политик. Вот это такая логика сейчас. Алексей Николаевич, у меня, если честно, давайте вот этот момент обсудим и подведем итоги опроса и пойдем на вопросы зрителей. Их очень много, как обычно. Но у меня, если честно, сейчас какое-то такое чувство параллели какого-то. Дежавю не сказать, но прям как бы зеркало. Одно чуть побольше, другое чуть поменьше, и они направлены, эти зеркала, друг к дружке. Значит, вот этот чернокнижник Ермак, да, вот это откровение Мендель, все это обсудили, обсуждают. И никто, вот я так смотрю, никто не спросил, подождите, а Зеленский? Ну, он же спал с ним в одном бункере. Он же там фильмы они любили смотреть. Он же точно знал что-то об этих ритуалах. Он же тоже как бы там, наверное, фенечки вроде не носил. Но он же тоже, если Ермак это там близкий товарищ, друг, партнер, так сказать, по управлению страной, он точно должен был или участвовать, или знать, но молчать, или как. В чем параллели и зеркала? Смотрите, сегодня вот перед нашим эфиром в аккурат выходит Трамп и говорит: я никогда не был другом Эпштейна, я никогда не бывал на зараженном острове. И тут в сети сразу вечеринки, девочки, молодой Трамп, молодой Эпштейн, фотки, видео, какие-то вот эти моменты. То есть от него, он это от себя отбрасывает ровно потому, что он сейчас сидит в кресле президента. Прокомментируйте эту параллель. И, собственно, что означает дело Эпштейна в таком цивилизационном, масштабном проявлении вот этой истории? Цивилизационно тут все понятно, что западные элиты долго позировали в роли моральных авторитетов, а кем они в значительной степени оказались, многие из них мы теперь видим, правильно, и так далее. То есть растление малолетних и все самые худшие, отвратительные еще преступления, которые может только измыслить человеческий ум. Но есть две новости. Первое. Очень многие элиты такие по всему миру. Просто сила Запада заключается в том, что он может их выявить и обнародовать. А, например, если нечто подобное творится в Китае, к примеру, в Украине, к примеру, или в России, к примеру, или в Германии, к примеру, оно не в Германии, а оно не выявить – это большая проблема, и предъявить. Представляете, например, в России или в Украине публикацию через решение Верховного суда файлов, где в растлении малолетних, к примеру, участвует нынешний действующий президент в обвинениях. Это нереально абсолютно. Просто нереальная задача. Поэтому, с одной стороны, да, западные элиты извращенные предельно, но не забывайте, что западные же другие элиты управленческие, их-то и выкрали по Украине, разоблачили, правильно? И разоблачают. 3 миллиона документов, бери, разбирайся, поиск вводи и так далее, и так далее. В этом слабость Запада, в том, что они не имели права занимать моральную позицию и позировать в ней. А с другой стороны, в этом и сила Запада, который по-прежнему является единственным социальной группой, или там общественно-социальной, общественно-политической, культурной, я бы даже сказал, которая способна разоблачать такие вещи и предъявлять их на общее рассмотрение. То есть, укорачивать свои же элиты. Поэтому здесь и сильные стороны проявились, и слабые стороны проявились. Что можно только поприветствовать. Гораздо хуже было бы, если бы его не разоблачили, и вся эта машина педофилии продолжала работать. Нет, тут же нюансы. Трамп обещал. Да. Обещал опубликовать. И опубликовали. Он же выполнил, да. Второй момент. Что касается Трампа, там же в значительной степени, я не вникаю, но на показания свидетелей
по-моему, строится, что вот он был и так далее, и так далее. Видео нет, фото вроде с Трампом нет. Фактически, или, по крайней мере, разоблачающих фото, как вот британского этого королевского товарища. Ой, я видел, знаете, этого Да, Эндрю, британского да. Эндрю. Да, Он говорит, так это да. ей плохо стало, он склонился, чтобы ей Вполне помочь. возможно, да, и так далее. Так вот, когда по Трампу такое будет, тогда и будем говорить. Но пока же этого нет, это на уровне домыслов, изнасиловали и прочее, прочее. Но мы же знаем, что на Западе существует в том числе и индустрия зарабатывания денег, и как это, и атак своих политических противников через обвинения в этом самом. Помните, Леви Строскан был такой в свое время, которого приставание горничной объявили. Я в страшном уме не могу себе представить, когда глава МВФ, придя с заседания, решил немного прижать горничную в гостинице. Тем более, что если ему очень надо, он бы нашел очень быстро, кого прижать, как можно в количестве 2-3 в бассейне, в сауне, в любом варианте. А тут горничная. Ну вот, наверное, она образчик женской красоты и обаяния, он не выдержал и протянул руки. Как бы, да. Ну, как-то это все такое. Поэтому это инструмент на Западе, существующий за счет как раз того, что эта тема болезненна, социально актуализирована, защищена, существует соответствующее лобби. На ней очень успешно таранить. Поэтому обвинения Трампа в настоящий момент являются свидетельскими показаниями, недоказанными через суд. И попытка... Я думаю, что Трамп, если бы было чего всерьез бояться, как-то бы петлял все-таки. Ну, не похоже, что он особо сильно петляет. Да, он был с Эпштейном знаком, да, он ездил к Эпштейну на вечеринки, но быть на вечеринках это же не значит, что ты там непременно 13-летних китайских или российских или украинских девушек где-то там уговариваешь и так далее. Поэтому ждем дальнейшего расследования. Если Америка докажет, что Трамп виновен в этих преступлениях, то по делам Трамп. Но пока не похоже. Ну, не похож. В отличие от Клинтона, с которым более-менее все ясно. Нет, ну и там же видите, как сейчас это медийно все оборачивается. Упоминание. Все цитируют упоминание. Ну, упоминание. Они друг с другом, ну, как просто бы это терли обо всех. настолько Понимаете? болезненное и гнойное дело, что даже упоминание как бы пачкает уже очень сильно. Но оснований для уголовного преследования действующего президента маловато упоминания. Поэтому это может пошкрябать его рейтинг, это может сделать там, и доставить ему моральные неприятности, но всерьез поколебать его позицию на данном уровне пока такими доказательствами в кавычки пока Но не с знаю. другой стороны, была награждение, церемония награждения Грэмми. И когда выходит Билли Айлиш и говорит, что, ну, в общем, запрещать мигрантов в украденной стране или украденная земля, да, ну, это как бы, когда выходит рэпер, говорит I see out, и вот это вот мигрантский вопрос, и прям, ну, не знаю, номинация Грэмми, как я прям Это, революция какая-то. это стандартная американская дискуссия, она такая. Они же постоянно друг друга в этом обвиняют, всем чем только могут. Сейчас это мигранты, там, прочее, прочее. Глобалисты честно сражаются с традиционалистами, все честно, всегда так было. И во в чем они только друг друга не обвиняли всю дорогу. И прочее, прочее. Да, есть яркие заявления, но так это и есть общественная жизнь Америки. Они очень любят эпатаж, яркие заявления, прорывы, там, обвинения, стойких судей, мужественных журналистов, проклятые спецслужбы и корпорации, которые скрывают правду. Это очень американская вещь. Поэтому, да, это американский скандал. Вопрос, насколько мы должны участвовать в американском скандале или даже принимать точку зрения одной из сторон. У нас своя с вами сторона. Оснований для обвинения Трампа серьезных недостаточно, с моей точки зрения. Поколебать его позицию недостаточно. Слово он свое выполнил. Его же обвиняли, что он будет петлять, там то все договариваться. Он честно обнародовал все. Пожалуйста, ну, предъявляйте претензии. Дальше. А да, пытаться примазывать, педалировать, искать фотки и фотошопить будут еще очень долго. Ну, в Украине По такое невозможно, Трампу. вы правы, да. В Украине... У нас Гангадзе непонятно, кто убил Ну, до сих вы пор. можете... Да, ну, да ладно Гангадзе. Если бы украинцы узнали, что творится по детским домам, и как там эта индустрия работает, и какие элиты, и как там отрываются, дело Эпштейна показалось бы вам в хорошем смысле шестой ясельной группой. Ну, пойди подними всерьез эту тему, кто ее сейчас поднимет. Анна Малер когда-то пыталась поднять, она же работала по... Можете, кстати, с ней поговорить, если она даст согласие. Ну, вот, или зайдите к ней на страницу, задайте вопрос. Она очень положила хороший кусок жизни и здоровья и личного риска для того, чтобы пресечь элитную педофилию в Украине, скажем. Чего им не На уровне хватает? Вот законодательства и прочее. вы можете, как уже не как там политический аналитик, а вот именно как автор и ведущий школы мышления и коммуникации, QR-код, который возле вас, вы можете дать этот ответ? Потому что, Две основные смотрите, причины. грязь же жуткая.
Раз. Во-вторых, это люди, у которых денег кучи, возможностей кучи. То есть откуда это берется? Причем Ну, на таком во-первых, высоком уровне. во-первых, откуда? Ну, смотрите, говорят, что у турецких султанов или в окружении, скажем так, турецких элит был очень развит гомосексуализм. Прямо являлся, и вот историки пишут, являлось, и вообще не только турецких, ну, первое, что в голову пришло, но там, где был избыток женщин. То есть, если у тебя бесконечный гарем, они, в конце концов, тебе надоедают. Как бы это та же самая история, что если сначала человек начинает догоняться витаминами, потом коксом, потом все более тяжелыми, потому что он не вставляет уже слабенько. Если у тебя есть все виды секса, а люди, миллиардеры, могут купить любой вид секса, в любом варианте, то рано или поздно вставлять от вседозволенности перестают вставлять. Нужно что? Нужно тешить, ну, нужно постоянно допинговаться, чтобы были новые чувства. Раз. Это первое. Второе – это как бы эксперименты с безнаказанностью и богоизбранностью. Потому что запретное удовольствие – это же лучшее личное психологическое доказательство принадлежности к неприкосновенным элитам, чем все твои 200 миллиардов долларов. По той простой причине, что как бы, ну, 220 миллиардов есть у многих кого, а вот, например, ритуальное людоедство есть не у всех. Или там педофилия, понимаете, да, и так далее. Тут же момент какой? Вот судьба Маска интересна. Он рвался на эти вечеринки, но так и не попал ни разу. А зачем он рвался туда? За педофилией? Поверьте, Маска при его возможностях, он может купить себе любую педофилию в любом варианте без всякого Эпштейна. Просто сила всей этой истории, можно сила в кавычках, была же не только в том, что там малолетками занимались и вообще развратом. Эпштейн сумел создать тусовку элит как это, не только с девиативным поведением, а в принципе очень, это как гольф-клуб элитный. Очень много людей тусуются, а значит очень много связей, очень много знакомств и очень много сделок можно заключить неформально. А поскольку западный мир – это мир институций, причем институции под прожекторами контрольных систем, СМИ там, и так далее, и так далее, площадки, на которых можно познакомиться и обойти формальные процедуры, и заключить сделки, получить договоренности, крайне высоко ценятся. Поэтому все 80%, кто там упоминается, скорее всего, никакой педофилией не занимались. Они просто пытались решать свои дела, там, пользуясь площадкой. А внутри этого, конечно, отдельные извращенцы занимались какой-то педофилией и так далее, и так далее. Но если вы думаете, что Эйнштейн направо и налево подкладывал маленьких детей под всех, кто только желал, или рекламировал их, это не так. Он прекрасно понимал, что эта деятельность опасна, наказуема. В конце концов, как он закончил. И так далее. Поэтому это возникало как особые практики для особо своих, в особых местах. Это наверняка через несколько кругов допуска, а не просто пришел человек на вечеринку, ему сразу дают 8-летнего ребенка и говорят, давай. Как бы, да, и так далее. Поэтому большинство там тусило для того, чтобы как бы, получить связь. Клуб. Он сумел создать машину, которая работала годами по неформальным связям. Очень серьезно. Посмотрите, только обвиняемый. Член королевской фамилии Британии, член королевской фамилии Норвегии. Там, то есть, 5-10. И они сейчас, бедняги, крестятся и отмываются, потому что они, в принципе, могли там не видеть ни одного человека младше 18 или 21. Но теперь, как бы, твое имя там упомянулось, и поди доказывай, что ты не верблюд. Поэтому советник, кто премьера Словакии, сразу подал в отставку. Я подозреваю, что он там не мог даже, наверное, обнаженную женскую щиколотку не видел, а, наверное, пытался решить какие-то свои словацкие дела. Но если тебя уже упомянули, деваться некуда. Поэтому в чем опасность? В том, что это превратилось в машину, где без разбора будет прав сейчас, не прав и заклеймен прав и виноватый. Начинается конспирологическое улюлюканье, моралисты начинают закатывать глазки, заламывать руки, и вот эти заголовки в соцсетях «Нами правят педофилы», да, и так далее, и так далее. И мир загнил и прочее, прочее. Если бы мир или Запад окончательно загнил, то эти файлы бы не обнародовали. А теперь есть вторая опасность. Это все, кто там упомянут, заклеймить как страшных педофилов. Но это не так. Я говорю, 80% там просто связи налаживало, пило коктейли. И даже, а если были какие-то слухи, ну, слушайте, ну вот есть там, мы же знаем изнанку нашей жизни, все трахаются со всеми, как говорится, да, и так далее, и прочее, прочее. И, ну это как-то считалось личным делом каждого, да. Ну, вот.
и прочее. Поэтому, как и там считалось личным делом каждого. Ну, доносились какие-то темные слухи там. Но, с другой стороны, ну, слушай, серьезный миллиардер встречается с другим миллиардером и узнает, что там PDG или как его там, вроде как спит с малолетними мальчиками. Так спит или не спит? Ну, серьезно, миллиардеру серьезно до этого есть дело. Ему надо купить пол Кении, половину Конго, там какие-то там нефтяные эти самые тогда. Ну, слышал он. Ну, так где-то, конечно, кто-то спит с малолетками и так далее. Может, даже здесь, в соседней комнате. Но я-то здесь не за этим. А теперь это сделали идеальное орудие, чтобы всех выматывать смолой и вываливать в перьях. Поэтому, честно говоря, как бы это ни превратилось в кистень, которым одни элиты начинают молоть другие контрэлиты, вернее, контрэлиты элиты или часть элит других элит, как бы, да, используя толпу и общественное мнение как кистень и улюлюканье это, что, в принципе, является уже признаком другого, а именно элитного раскола в США до некоторой степени. Но так элитный раскол в США не секрет. Демократы и глобалисты, вернее, и традиционалисты удупить друг друга готовы давно. А это просто одна из форм, которая приняла это противостояние. Ну, окей. Как бы, да. Там вот Алексей расследование, Николаевич, например, было, что украинское модельное агентство поставляло туда девчат. Ну, вот это вот это нас касается. Это можно и расследовать. понимаете, ну и понятно, там отзывы про Зеленского были, там и сомнения, может ли он управлять страной, или там нужна ему помощь, не нужна. Я вижу, как, ну, это обсуждается в украинском сегменте, русскоязычном сегменте, украинском, ну, русскоязычный сегмент, как ни крути, он все равно как бы он касается вот этого противостояния системы власти в Украине, то есть русские обсуждают власть в Украине, украинцы власть в Украине. Смотрите, в миниатюре и вот немного в другом масштабе и немножко с искажением, но принцип же один и тот же. Условно, не будет Зеленского, не станет его у власти. Да? И дальше у нас будет свое дело, ну уже не Эпштейна, остров Банковое, остров Зеленского. И у нас понесутся. Чернокнижники это только так, это сейчас просто Ермак, там, мертвецы, экстрасенсы. И у нас так и будет, что люди, которые были в орбите вот этого конгломерата, управлявшего страной, будут априори все преданы обструкции. Саша, Есть такой вариант? самое страшное, что этого может и не быть. Украине предстоит, если она хочет очиститься, очень большие усилия, чтобы такое состоялось. Это я, еще немного людей носятся с идеей трибунала, целого ряда группы следственных комиссий, межпарламентских, парламентских, генпрокуратуры, там, Верховного суда, прочее, прочее. Ну, реально, кто в этом всерьез заинтересован? Ну, это может получить некоторое развитие в случае только если одна часть элиты захочет расправиться с другой частью элиты. А что не хочет? Ну, пока нет. В том-то и дело, что в Украине нет элитного конфликта. Точнее, нет идеологического элитного конфликта. В Америке все понятно. Глобалисты против традиционалистов. У нас все элиты идеологически одинаково бесцветны. Они хотят продавать землянку УПА своим гражданам и грабить за этой ширмой. В этом и трагедия Украины. Вот говорят, что украинцы на Майдан не собираются. Потому что Майдан – это одна элита работала, часть элиты работала против другой части элиты. Просто это привело в форму народного протеста и в каком-то степени являлось и так далее. А сейчас нет элитного конфликта. Поэтому и не намечается в перспективе, никто всерьез не собирается оспорить основы мировоззренческие украинской идеологии, поменять ее на какую-то другую, внести всерьез предложение. Поэтому, смотрите, что такое Зеленский? Зеленский в терминах революции 1917 года – это Керенский, у которого получилось. Ну, пока еще непонятно. Ну, пока получается. Пока Но получается. но нету Ленина, правильно? Угу. Нет даже эсеров. То есть нет того, кто бы этому всему противостоял. Поэтому пока у него получается. Вообще любопытная история. Я думал, Путин – это такой Александр III, Зеленский – Керенский, у которого пока получается. Интересный расклад. Или в терминах французской революции. Ну, Зеленский – это Дантон такой. Ставка на эмоции, на моральные категории. Редкостный Дондон. Да, мобилизация. Ну, нужен Робеспьер или хотя бы Наполеон. Или Наполеон. Ни Наполеона, ни Робеспьера в Украине нет, и вряд ли он возможен. Поэтому они пока чувствуют себя прекрасно. Что появится? Кто их щиплет? Их щиплет по заданию левых глобалистов, ну, наши депутаты Соросят. Могут что-то там
когда надо курс корректировать. Но это же, простите, не внутриэлитный конфликт. Это просто средство управления через сигналы. Сегодня в Черкасах было убийство вот этого Русинова. Ну, это ситуация прошлой недели, когда был конфликт с местным депутатом, покушение на жизнь, он там вроде поджигал авто. Это майдановец, вояка, ну, уже вернувшийся, ему 59 лет. И за ним вышел наряд, и он там положил 4, ну, его в конце концов прихлопнул спецназ. Сегодня вышли в Черкасах побратимы, ветераны перед облгосадминистрацией, что всех наказать, вот этих, кто его ликвидировал за жизнь, такого честного майдановца, еще и там, отвоевавшего. Как-то уж очень Здесь и есть очень два способа рассуждать на эту тему. пахнуло чем-то, да? Таким. Да, первое – это формальное. Ну, даже тот же вопрос – это военно-мемориальное кладбище. Верховный суд выносит постановление о незаконности, ветераны говорят «нет, законно, будем продолжать хранить», и Верховный суд затыкается. Но с точки зрения нормального государства как-то не очень камильфо, когда кто-то с улицы может заткнуть Верховный суд, правильно? Это как бы не очень хорошо. С другой стороны, мы понимаем, как у нас судит Верховный суд, простите, где глава Верховного суда? На какой взятке он попался? И что там как бы ветераны выходят вступаться, когда ну, уже беспредел. Там же был у этого гражданина вроде как по царству им небесного конфликт с главой местного ОДА или там еще чего-то, который якобы был на Селигере, российский след. В общем, вся эта вот мешанина, которая неизвестно, правда или нет. Вот. И вопрос, ну, тенденция к самосуду, она же не возникает сама по себе, правильно? Или к самоуправлению вооруженному. Она возникает там, где не работают государственные институции. Вот как раз Керенский – это тот, кто не хотел создавать институции и не мог создавать. Д'Антон – это тот, кто не хотел создавать и не мог создавать. И Зеленский – тот, который не мог. Это персонализированная на моральной истерике и мобилизации попытка управлять. И в силу неработающих институтов. В обществе усиливается тенденция все больше стрельбы в ответ на деятельность ТЦК. Каждый день. Мужчина открыл огонь. Все больше попыток управлять ключевыми положениями, пока непосредственно касающиеся ветеранов и военных, методом военного веча. Все больше попытки устанавливать суд, самосуд или там правосудие, или требовать правосудия через военное вече. Майдан, анархистские, атаманские формы. Это следствие неработающих институтов. То есть ложной государственности, которая у нас ложной в силу ее практической эффективности. Ну вот как бы да, чем меньше будет государства, тем больше будет самосуда. Добавьте к этому как бы резкое разделение элиты как колонизаторы, а все остальные как колонизируемые, классовую ненависть, классовое неравенство, и мы закладываем не одну бочку под так называемый гражданский мир в Украине, который уже и миром-то не назовешь. А Ну, вы себе 144. противоречите, Алексей Да. Николаевич. Противоречили в каком смысле? Говорите, что да не будет никакого трибунала, может и не быть трибунала, судов, ничего никто... всем... Самосуд – это не трибунал. Нет, подождите, не будет вот этого. А с другой стороны, говорите, закладываем бочку. А можно заложить бочку под то, чего нет? Ну, как нет? Ну, так нет, вы только что это констатировали. Протест есть. Протест есть. Какие формы, которые он приобретает? Анархические и вечевые. Не институализированные. То есть, это не организованная революция. А переход к тем формам, которые я предлагаю, трибунал, это институализированное решение на уровне парламента. До этого очень далеко. И перевод стихийного протеста до областного даже уровня, как бы на там, местного, регионального, в институализированное парламентом расследование, это нетривиальная задача. Сказать, что невозможно, нельзя, но нетривиально. Потому что, опять же, это, как вы говорите, это будет наш остров и наши файлы Эпштейна. Половина парламента туда попадет, а они же этого не хотят. Вот поэтому будут ли они это делать или нет, это большой вопрос. Да? Это, кстати, тоже так интересно, знаете, сегодня, говорит, полицейский, Выговский, да, этот глав, говорит, слушайте, говорит, каждый день нападают на ТЦКшников. Так это ж все ИПСО. Ну как? В смысле нападают, отстреливаются с ножами. Так ИПСО, это все не верьте. Не, у нас министр иностранных дел, вернее, внутренних дел сказал недавно вообще замечательную фразу. По крайней мере, так его процитировали. Он сказал, люди замерзают, надо же что-то делать. Да. Ну, вот я тоже себе представляю, заходит Жуков и говорит, знаете, фронт отступает, товарищ Сталин, надо же что-то делать.
И думаю, расстреляли бы его в кабинете Сталина или все-таки дали бы отойти шагов 5? Да, Сталина на вас нет. Подводим итоги. Управленец, да дело нет, просто управленец такого уровня, министр не может говорить, надо же что-то делать. Это все равно, что пилот самолета выходит и говорит, у нас правый двигатель горит, надо же что-то делать, уважаемые пассажиры. Не знаете что, кстати? Но так не делается. Министр на то и поставлен, чтобы он предлагал варианты, что делать, а не констатировал, что надо же что-то делать. Может быть, его довели до такого отчаяния, что он на внутренних совещаниях уже не может добиться, поэтому пришлось выйти в публичное пространство. Но вообще надо же что-то делать, управленцы говорить не могут, даже если это управдом или дворник. Так, значит, поехали к вопросам, но перед этим закроем голосование. Кто наносит больший урон обороноспособности страны? 4% ухылянты СЗЧшники, 19% ТЦКшники и продажные менты, 23% громкие профессиональные украинцы, ну и тихие решалы Зеленского 53%. Видите, люди все-таки, да, вот поддерживают вашу позицию, высказанную в самом начале. И так, наверное, есть тихие решалы Зеленского, имена которым, как и легион, как показывает практика. Поехали к вопросам. Друзья, спасибо большое, что оставляете их. Давайте сначала вопросы по QR-коду, которые с закрытого клуба, потом сообщества. И обязательно уделим время сегодня чатам трансляции. Там тоже очень интересные вопросы. Так, поехали. Значит, вот такой вопрос. Вопрос Алексею. Насколько правильно говорят, что Донбасс – главный укрепрайон, и поэтому его отдавать нельзя? А если отдать, то дальше укрепляться просто негде, и враг зайдет легко. Ребята, это сказки Венского леса. Российским войскам от Чернигова до Киева 140 километров. 165. Почему вы панически не кричите, что надо немедленно укреплять Киев и северную границу? А Донбасс, мол, вот последнее укрепление. Опять же, а почему не строились укрепления за 4 года во всех других местах? Не хотите себя спросить? Сказки. Северная граница с Российской Федерацией 1500 километров в общей сложности. Как бы, да? Вас она не сильно беспокоит? Вас беспокоит именно Донбасс? Угу. Так, следующий вопрос. Алексей, вы постоянно говорите, что если поднять эффективность управления Украины на 10-15%, то многое изменится. Но что будет, если поднять уровень эффективности управления России на 10-15%? Только в одном случае это пытаются сделать, а в другом, наоборот, консервация, деградация. Не, пытаются и те, но и у тех плохо получается. Ну, а что будет? Если наоборот... Ну, если, тогда быстрее начнет валиться фронт и быстрее браться наши города. Угу. Так, Саша, добрый вечер. Можно задать вопрос Алексею. Что ему известно о деятельности спецназа «Ахмат» на Сумском направлении? В частности, о деятельности генерала Алаудиоева. Алаудинова, скорее всего. Ну да, наверное, Алаудинова. Его подчиненных. Они в основном в интернете с женщинами и критикуют, и критиками воюют в интернете. Или на фронте тоже что-то демонстрируют. Как он оценивает позиционирование их деятельности? И что украинские военные, знакомые Алексея, об Ахмате говорят? Какие впечатления? Спасибо большое. Дорогие друзья, вопросы такого уровня меня беспокоят меньше, чем мне хотелось бы. Не готов ничего говорить, просто не интересовался. Угу. Нет, ну медийно, конечно, там есть. Если такое. Каждый день Алаудинов выступал и что-то там говорил во время Курской операции, понятно, что медийно его нарезают и показывают. Но, честно говоря, я не очень беспокоюсь ни его судьбой, ни судьбой Ахмата. Это узкоспецифический вопрос. Не мне его задать. Угу. Ну, в общем, всякое бывает. В общем, нечего сказать. Ахмат и Ахмат. Есть, опять-таки, есть картинка, есть какие-то реальные вещи. Я знаю, что чай Ахмат был когда-то в свое время. Что был? Есть, наверное, и сейчас. Да, мне нравился всегда. Чай Ахмат хороший. Чай Ахмат. Так, значит, клуб зрителей. Продолжим. Добрый вечер. В мире развивается экономический кризис. Цены на драгметаллы и доллар волатильны. Трамп угрожает Паулу, главе ФРС. Как эта ситуация может отразиться на Украине? Что думает Алексей? Я не экономист.
воздержусь от ответа на экономические вопросы. А, Олег интересуется, а вы есть в материалах Эпштейна? И как считаете, находиться в списке людей – это плюс или минус для их будущей политической карьеры? Мои добрые друзья проверили и на Арестович через Y, и на Арестович через I, и так не нашли. Не нашли. Так, Алексей, вы ранее допускали, что большая война с Россией может стать вероятной ценой за вступление Украины в НАТО. Учитывали ли вы в своем анализе иррациональный фактор войны, то, что она способна приводить к непредсказуемым катастрофическим последствиям? Нет, я просто не договорил. Но проблема в том, что ценой за вступление в НАТО без вступления в НАТО. Вот. Понимаете, моя журналистка просто повела беседу в другую сторону, и я не стал уже настаивать. Без вступления НАТО цена за НАТО. Это да. Завтра Рютте приедет, тоже очень В том-то интересно. вся интрига, понимаете, что это была цена за вступление в НАТО без вступления в НАТО. А с вступлением еще дороже, по идее, да. Да, вступления не было бы никогда. А после войны и тем более. Дмитрий Медведев, пишет пользователь в интервью, сказал, что морально готов использовать ядерное оружие. А, собственно, куда бить-то? Какие цели преследуют данное заявление? Там же что, 72 часа осталось до СНВ-3? Да. И дальше Так мир уже... СНВ-3 никак не ограничивал применение ядерного оружия, он только его количество регулировал и прочее. Там некоторые вопросы. Ну хорошо, ударили ядерным оружием. Куда и зачем? Вот реально, где для него цели? Ну, по Староконстантиновну ударили. Но мы будем знать, что ядерное оружие готовится применяться. Самолетики оттуда разлетятся в свое время. Куда еще бить? По населенному городу так не будет. По войскам в поле, закопанным войскам это ядерное оружие до всю зимой до задницы, честно говоря. Как бы что еще? Ну, куда? Тактическое ядерное оружие может произвести эффект только если массово применяется. Но это большой вопрос. Как бы стратегическое, там, где там мегатонны считаются, но это нужно очень достойные цели какие-то. То есть, скорее всего, больших промышленных районов не осталось. Плотины, гуманитарная катастрофа страшного масштаба. Что там еще? По населенному городу вопрос. Кроме того, старт стратегической ядерной ракеты с боеголовкой будет неоднозначно воспринят другими ядерными силами этого мира. Ты же не знаешь, может, она на Вашингтон летит, правильно? И даже если Россия трижды предупредит и скажет, это всего лишь на Киев, как бы могут и не поверить, а тогда полетят в ответ. Какой дурак это будет делать? Поэтому это заявление из разряда, давайте сделаем какое-то сильное заявление, потому что Рютте едет в Киев. Вот что-то такое. Так, значит, здравствуйте, Алексей. Несмотря на прочную повестку, вопрос о русском языке даже профессиональные украинцы не могут внятно дать ответ. А спектр открыт от «надо бить детей» до «дома говорите как хотите». Так или иначе, можно ли сказать, что для населения это отношение просто спрятать скелеты в шкаф, особенно в последнем случае? И как вы оцениваете потенциал общественного взрыва? Благодарю. По скриптум, удалось ли вам посмотреть канал того китайца, если смотрели? Еще не удалось. Нет потенциала общественного взрыва по поводу русского языка. Есть группа невменяшек, которые пытаются на этом делать деньги, карьеру и личный пиар. На травме войны они получили некоторый трек для реализации. Их поддерживает центральная власть, что она безмозглая и не понимает последствий. Или, наоборот, слишком хорошо понимает и радуется этому. После войны, скорее всего, это будет сниматься тема потихоньку, потому что исчезнут угрозы, которые сейчас существуют для людей, которые пытаются защищать русский язык или там право человека говорить на том языке, на котором он хочет. Я процитирую Вячеслава Черновола. Был такой симпатичный человек. Он сказал: друзья мои, государственный язык – это всего лишь язык государственных актов. Бумажек, да. Ни больше, ни меньше. Все. И это единственная зона, где он должен существовать. А говорить люди даже в публичной сфере, несмотря на заявление нашего мовного омбудсмена, могут как хочешь, где хочешь. Александр Алексеевич, здравствуйте. Оксана пишет, вы ничего не сказали, осуждая Хамас на одном из эфиров, что тоже справедливо. Вы ничего не сказали в отношении Израиля. То есть, имеет он право уничтожать, защищать от Хамас энергетическую инфраструктуру в контексте ударов России по энергетике Украины? Не просто энергообъекты, а огромное количество мирного населения. Они сами это признали. Тогда почему можно осуждать Россию за попытку принудить Украину? Потому что у Израиля практически не было выбора, а у России был.
был в прошедшем времени. Ну и сейчас есть. Какой? Вот что их заставляет бить, замораживать Киев, Одессу, Херсон, вернее, там, я не знаю, Кривой Рог, Харьков. Что? Нет, выбор какой? Не бить. А у Израиля не было такого выбора. Израиль, если бы не остановил Газу после 7 октября, он бы взорвался изнутри и прекратил бы свое существование. Все. Они не от хорошей жизни этим занялись. Более того, я 100% знаю, что несмотря на гибель гражданских, которая неизбежна, при войне в такой плотной застройке Израиль на деле делает все, чтобы гражданских погибло как можно меньше. То есть у него последствия печальные того, что он делает, но намерения чистые в этом отношении. Я знаю это на 101%. Слишком много имел дела с израильтянами. Поэтому намерение до некоторой степени в моих глазах извиняют. А кроме того, безвыходное положение у них было. Смотрите, у Хамаса был выбор, нападать или не нападать на Израиль 7 числа. И валить там тысячами этих самых, насиловать женщин с переломами ног, там, да, убивать младенцев и прочее, прочее. Они могли этого не делать. А у Израиля после этого уже не было выхода, понимаете? Не было. Вариантов не было. Если бы они не пошли на операцию, его бы разнесло изнутри. Напоминаю, какие демонстрации были в Израиле по поводу решения Верховного суда, конституционной реформы, возможно, там, реформы суда и так далее. Они же там друг друга чуть ли не убивали. Ходили сотнями тысяч. Он был так на грани гражданского взрыва. Поэтому они поступили так и поступают не от хорошей жизни. У них не оставалось никаких вариантов, к сожалению. Александр, добрый вечер. Такой вопрос. Как вы считаете, не похоже ли, что США устранила Украину в лице Зеленского от переговорного процесса, взяв все в свои руки? И вот два основных признака этому. Первый. Переговоры от Украины поручено вести практически гражданину США Умерову, верному единому агенту Буданову, завербованному, когда проходил лечение и обучение в США. И второе. Находясь в Давосе, Зеленский с болью и обидой обрушился на Европу с критикой за ее беззубость, разрозненность, потому что она, Европа, не может подменить собой Америку. И после этого, улетев в Прибалтику, начал капризничать своими заявлениями, которые абсолютно не вписываются в наметившиеся условия переговоров. Если бы США руководили полностью переговорами, у нас был бы мир уже несколько месяцев как. Потому что Трамп абсолютно очевидно и ясно после Анкориджа поставил задачу достичь мира в Украине. И если бы там была сплошная агентура, то мир был бы уже достигнут. Но, к сожалению, увы и ах, Зеленский до сих пор назначает переговорщиков, а не переговорщики Зеленского. И Штаты не могут добиться мира, несмотря ни на что. Несмотря на все свои усилия. Евгений, добрый вечер. Будьте добры охарактеризовать великого политика Шарля де Голля. И на ваш взгляд, как Франция пришла к Саркози, Оланду, еще хуже некуда Макрону? Это что, левые европейские глобалисты так повлияли? Ну, во-первых, де Голля беспрерывно шатало. То отдаю Алжир, то не отдаю Алжир, то опять отдаю Алжир. Во-вторых, подавление студенческих протестов крайне жестоко. И он исчерпался и потерял значительную долю морального авторитета и, наоборот, дал моральную силу левым социалистам французским. Поэтому именно в результате ошибок де Голля правая Франция была загнана правоцентристская загнана в оппозицию безнадежно и скатилась там до Мари Ле Пен, вот до такого уровня, там, да, уже люди, которые, по отношению к которым задают много вопросов, там, в связи с Кремлем и прочее. А левоцентристы, как во всей Европе, победили, до сих пор остаются у власти. Это из-за ошибок де Голля. Он дискредитировал правую идею в значительной степени во Франции. Поэтому де Голль человек симпатичный, не знаю, великий ли, но именно его ошибки привели Францию к нынешнему положению в значительной степени. Я симпатизирую де Голлю, но давайте будем реалисты. Давайте будем. Следующий вопрос. Повлияет ли кризис в Министерстве обороны Китая, скандал с Джань Юсем, на российско-китайские отношения, на устойчивость промышленности России, на расклад на поле боя в ближайшей перспективе? А могло бы быть, если бы в Китае сменилось руководство, и раз, а и два, оно сменило бы политический курс. А поскольку заговор разгромлен, по крайней мере, из того, Так что сообщают, да. сегодня, да, сообщают, может, там есть какой-то второй заговор, он когда-то там хитро сработает, пока нет. И, кроме того, да, второе условие не выполнено. Заговорщики, даже если бы пришли к власти, совершенно не очевидно, чтобы они меняли. Вдруг они, наоборот, усилили бы взаимодействие с Россией, мы же не знаем. Поэтому это вопрос через два «если». Это слишком много для того, чтобы давать очевидный ответ.
Почему большое количество украинцев на полном серьезе упрекают россиян, что они массово не выходят протестовать против войны, и даже в том, что не сносят режим, тогда как же самые современные украинцы, те же самые, и уж точно их родители, абсолютно так же не протестовали против войны в Афганистане, принимали в ней участие, где погибло не в пример больше мирных жителей, задает вопрос Виктор. Ну, это называется русская пословица «нечего на зеркало попенять, коли рожа крива». Так вот, пеняют изо всех сил. Сами не способны снести Зеленского, там, да, или, например, там, как-то на него повлиять, проконтролировать и прочее. Но они обвиняют россиян, что они не хотят Путина сносить. Но различие в чем? Что большинство граждан России, судя по всему, таки поддерживает Путина. А вот поддерживает ли Зеленского большинство граждан Украины – это тайна за семью печать. Поэтому мы не знаем. Рейтинги-то, конечно, вы что? Не, ну рейтинги, оно, конечно, но мы же не знаем реально. В России совершенно очевидным образом большинство поддерживает Путина. Причины этой поддержки и все остальное – это отдельный большой вопрос, но ведь поддерживают. А поддерживают ли у нас Зеленского – это большой вопрос. Поэтому людям, которые поддерживают президента, предъявлять, что вы не хотите снести президента, которого вы поддерживаете – это большой вопрос. А вот людям, которые не поддерживают президента, задать вопрос, а что вы на него не повлияете? Не снесете, но хотя бы не повлияете. Это совсем другой вопрос, правильно? Другой по качеству. Все чаще украинцев называют терпилами, смеются про вололюбный народ. И этот народ реально терпит беспредел ТЦК, ВСУ, коррупцию на местах и в высших эшелонах власти, спасается в одиночку, огрызается только когда коснется лично. Причина в подавлении инициативы, начиная с ясель, школы, бурс, вузов, или в уничтожении смыслов и ориентиров за последние 3 десятка лет. Может, у Алексея есть еще версии или даже варианты, как взбодрить? Не давая 30 лет, пока ответ очень простой. Растеряны украинцы. Они не терпилы, они стреляют в ТЦК каждый день. Как бы, да. Проблема в том, что они как бы не знают, а кто вместо. Чтобы поддержать Ленина, должен быть Ленин. Против Керенского. Чтобы поддержать Робеспьера или Наполеона, должен быть Наполеон или Робеспьер. Так нет уже никого, все зачищено. Никого поддерживать. Поэтому Зеленский создал главное условие нахождения у власти – это безальтернативность. Политическое поле зачищено. 50 тысяч дел по политическим мотивам в стране. По некоторым данным. Поэтому, ну, как бы, вот это ответ. Что касается глобального, то да, украинцы абсолютно дезориентированы, потому что Украина пошла по проекту, который ей органически не свойственен. То есть моноэтнический национализм, монокультура украинская – это глубоко противная Украине по природе своей проектность. Трижды она пыталась эту проектность принять, трижды терпела поражение. Угу. Она не такая. Украина всегда была пестрым одеялом, плавильным котлом, лоскутным и прочим. А в этом форме она существует органически. Перекресток миров, перекресток культур. Когда она пытается все это сжать до моно, ну, это длится с 17 по 20 там, или вот условно там, с 14 по какой-то там продлится, скорее всего. Все. Это все равно, что вы пытаетесь слиток золота, которым является Украина, размером в километр, засунуть в старую грязную сумочку старушки Шапокляк. Вот что такое моноэтнический национализм и моноукраинско-культурный проект. Вот поэтому. А люди, ну, слиток не влезает, плохо и слитку, и слитку, и сумки отдельно. Вот это то, что сейчас происходит. Какой смысл Украине сдавать без боя территории сейчас, если можно протянуть годик и сдать уже по результатам боев? Ну, разница всего лишь будет несколько десятков тысяч жизней и нескольких городов непригодных к проживанию. Читайте минус несколько десятков процентов экономики. То есть для вас это не цена на здоровье. А мне, например, каждый погибший кот, не то, что каждый погибший украинец, это проблема, это цена. Михаил, как вы считаете, конфигурация новой системы международного взаимодействия в перспективе 3-5 лет наиболее реалистичны? Какие, да? И какие факторы имеют существенное влияние на формирование этих конфигураций? Благодарю. Я думаю, что в ближайшие, наверное, лет 7, 10, 15, в зависимости от пессимистического либо оптимистического сценария, никаких конфигураций не будет. А будет борьба за мир такая, что камня на камне не останется, а по результатам этой борьбы уже тогда сложатся какие-то конфигурации. Так, давайте вот этот еще вопрос как это,
Пойдем погуляем в чат. Значит, недавно министр Федоров говорит, что в Украине 2 миллиона ухилянтов. При этом в стране катастрофически не хватает сантехников, электриков, ремонтников. Вопрос. Сколько ухилянтов согласились бы выйти из тени, если бы государство гарантировало им бронь до конца войны при условии, что они пройдут обучение на курсах электриков, сантехников, слесарей и пойдут работать? Это совершенно нереально. Зачем им 2 миллиона слесарей и сантехников? У них работы не останется. Поэтому, как бы, ну, это из разряда маниловщины, извините, при всем уважении. Ну, с другой стороны, когда не хватает и так бьют, то Ну, 30 электрики... тысяч, да, нужно на всю Украину, но не 2 же миллиона. А 30 тысяч от 2 миллионов – это даже не 1%. Мгм. Так, поехали в чаты. Друзья, пишите свои вопросы, вот уже можно, как говорится, в чаты. Всем большое спасибо за то, что оставляете эти вопросы. Почему вам кажется, что развалив свою страну на Майданах, это хороший пример для россиян? Да, даже если условно и не за Путина, все равно не пойдут же разваливать страну. Мне не кажется. Ну, то есть, получается, мы только такие, да, украинцы? Ну, это наша специфика. Да. Нашли же такую страну, как говорится, в Европе. Так, вот пишут, действительно, это человек из Херсона, говорит, отдельное вам спасибо о том, что нас действительно не забываете, и это, ну, в общем, прекрасно, о том, что вы всегда вспоминаете Херсон, человек из Херсона. Так, что думаете о предложении обогреваться мирными вибраторами, подобных издевательствах на мирном населении? Что думаете о таких людях, которые при власти гнев Обогреваться хотят? чем? Ну, этими мужчина-заменителями. Ну, это же было вырезано интервью, его же давали в ноябре 25-го. Просто в контекст вставили. Со мной делали это так часто, что я вырывали из контекста и постоянно это делают, что я скорее на стороне Павелецкой. Не потому, что это самая остроумная шутка, а потому, что просто черный пиар в отношении ее применили, и это нехорошо. Так, пишут, Алексей оправдывает Сахал. Почему тогда в Израиле открытой границей нет бусификации? Как это, простите, связано? Ну, так связано у зрителя. Ну, что. У человека как-то связано, да, не знаю. Значит, так, значит, какой инструмент есть у Алексея на всякий случай, так сказать? Наверное, Общее человеколюбие и позитивное отношение к людям. Так, у Израиля не было выбора, а у Украины был выбор не воевать с Донбассом и не Конечно, давать был. повод России. Конечно, был. Парижские соглашения, Минские соглашения выполнить. Это, если не говорить, это только с 2014 года начиная, а до этого еще миллион вариантов. Не Так, превращаться в антироссию, например. Александр, добрый вечер. Если Алексей станет президентом или придет к власти, отменит ли он преследование шария, спрашивает Лера. А что такое отменить преследование шария? Шария – это как? Прийти и сказать суд раз-два, отменяем решение. Я могу затребовать дело как президент в той части, которая мне положена, но у меня нет президента, нет гостайны, изучить его, вынести, собрать экспертную группу, вынести определенное мнение и попросить правосудие как-то скорректировать курс, если этот курс ложный. Но если вы хотите президента, который как милует и карает, поднимая трубку, то я такую страну не хочу строить. Угу. Так, двигаемся к чату Алексея. Уважаемый Алексей, как вы оцениваете делегацию ПАСЕ и с кем из действующей российской оппозиции вы бы в первую очередь наладили тесный контакт, будучи на месте украинской власти? И есть ли там смысл в принципе в этом? А как вы налаживать отношения с российской оппозицией? Прийти и сказать, что так, биомусор построились, сейчас будем смотреть, кто покраше и с кем можно наладить отношения? Ой. У нас в Украине есть Илья Пономарев, который вот как бы более-менее Фейгин, он более числится в российской оппозиции, более-менее приемлем в Украине и так далее. Ну, она имеет дело с какими-то российскими оппозиционерами. Хотелось бы очень услышать их мнение по поводу биомусора.
Они же биомусор с точки зрения украинской официальной пропаганды. Вот. Но, честно говоря, они меня так мало интересуют. А кроме того, я с ними много имел дело и убедился в их деловых качествах. Они настолько замечательные, что я бы лично с ними взаимодействие не потянул бы. Поэтому даже не стал бы пытаться. Шелли, спросите, пожалуйста, кого народ Украины больше боится? Вражескую Россию или родной любимый ТЦК? Так спросите у народа Украины. Я, как известно, отщепенец подсанкционный. Я же не народ. Народ меня проклял и изгнал. Что же вы меня спрашиваете? Я плохой. Все, я не имею права от имени народа говорить. Угу. Так, як гадаєте, чи буде громадянська війна після війни з РФ? Сподіваюся, що ні. Але підстави певні. Ми сьогодні про це розмовляли. Ну, скажімо так, є, на жаль. Так. Вот вопрос тоже такой интересный. Что вы думаете о фильтрации украинцев в Шереметьево? Стоит ли оно того, или это больше как мера предосторожности? Спасибо. Трудно оценить эффективность. Для этого же надо иметь статистику. Но у меня ее нет. Ну, они там приводили официальную. Кстати, Ну, тогда я ее не видел. Но это, во-первых, соответствует ли она правде? Ну, допустим, соответствует. Какова эта статистика? Давайте ее оценим. Она есть? Уже в следующей передаче. Ответим Ну, специально. давайте там на 25-й год, на осень что-то было 100 с чем-то, 128, по-моему, тысяч у меня в голове так. Ну, я могу ошибиться, если что, поправьте. Врагов в России, спонсирующих ЗСУ, сколько они нашли? Нет, вопрос даже не в том, что спонсирующих. Тут же это как? Это борьба с агентами, там, диверсии на территории России. Помогает эта мера вообще или не помогает? Ну, до некоторой степени, да, среди кучи других мер. Это самое. В противном случае, если бы не было фильтрации, заезжали бы агентура напрямую. А так приходится через окольные пути. То есть, это один из барьеров, которые выставили на проникновение агентуры. Вопрос в человека-часах, оно, ну, как бы, ну, да, наверное, до какой-то степени эффективно. Интересно, спрашивает Артем, если бы в Украине что-то подобное вскрылось, или в точности аналогичная история Эпштейна, и там бы там Зеленский, как, по вашему мнению, общество бы отреагировало, украинское и европейское? У нас скрылось нечто гораздо более худшее, что кровь украинцев превращают в золотые унитазы. Люди из окружения Зеленского. И как отреагировало общество? У нас общество незрелое, оно не может поставить вопросы и спросить и призвать к ответу, к сожалению. Незрелое и слабое. Поэтому и файлы Эпштейна прокатили бы, сказали бы, что это пытаются снять нашего Солнцеликова, который борется за Украину. Подло придумали, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Разбыли бы. А Европа терпела бы столько, сколько надо. Она про Зеленского знает вещи намного худшие, чем файлы Эпштейна. И про его окружение. И тем не менее терпит, потому что наш сукин сын, значит. Сукин сын, но наш сукин сын. До поры до времени. Дальше посмотрим. Угу. Будет ли удар США по Ирану в ближайшее время? Неизвестно, группировка создается, усиливается. Совместные учения идут, как бы все готово. Инфраструктура войны, но быть готовым это не означает применить. Я склонен, что будет. Но пока в публичный простор выходит тенденция договариваться. Ну, может и не быть. Это Трамп. Он такой. Алексей, почему не выносят мосты через Днепр войска России, если Россия Потому не что- пойдет дальше Донбасса, а это помогло бы понизить логистику Украины? 1000 раз отвечал. Мост очень сложная цель для поражения. Вообще не сложно, Алексей Николаевич. Вот мы увидели по этим в маяках. А Нормально. это вы же сравните тот мостик несчастный со стратегическими мостами через Днепр. Это как Крымский мост снести. Сколько Украина пыталась, это очень непростая история. Поэтому это технически сложная задача. Неэффективно. Ну, такое еще тоже. Могли бы... Советские мосты создавались для того, чтобы уцелевать при применении по ним тактического ядерного оружия. Как бы там многократный запас прочности. Можно снести полотно, а опору снести очень сложно. Но полотно восстанавливается за 2 дня. Поэтому это такая себе задача. Алексей, если бы вы... нет, ну, по поводу МВФ. Продолжали бы платить любой ценой, если бы вы руководили Украиной, чтобы сохранить транши и лицо? Или пошли бы на дефолт, реструктуризацию? Ну, однозначно, я, скорее всего, склоняюсь ко второму варианту, но это после всесторонней оценки только делаются такие вещи.
Но платить долговую кабалу, условия их выполнять точно нет. Что бы я делал, это системно снимал бы Украину в зависимости от внешних кредиторов. Это 100%. Могли бы народы России, Украины и Беларуси создать новый социалистический проект без крайности коммунизма, например, на основе госкапитализма? Додумаются ли? Позволит ли Запад? Я думаю, что надо разделить коммунистическое и советское в истории Советского Союза. Вот советы можно было бы и сохранить. Это актуальная форма управления. Кто в это не верит, напоминаю, как называется как парламент Украины называется, Верховный Совет. И сельские советы у нас, и областные советы, и городские советы. У нас везде советы. Мы страна совета. А коммунистическая, наверное, все-таки не самое. В том варианте, в котором она реализовалась, большевистском, наверное, не самое лучшее, что может быть. Ну, а создать ту или иную форму взаимодействия украинского, российского и белорусского народа после этой войны задача, скажем так, нетривиальная. Очень сложно. Алексей, может ли Российская Федерация проводить боевое метеовоздействие на Киев, чтобы усилить морозы, тем самым создать эффективность для ударов? Нет, морозами еще направлять не научились. Облачностью еще куда не шло, но морозами нет. Ну, правда, это прям вопрос серьезный. Многие... Я серьезно отвечаю. Еще не умеют арктические массы пригонять в район Киева. Нет, многие задумались, что в Киеве таких морозов давно не было, и причем так долго. Ну, когда-то же Земля же круглая, имеет форму чемодана. Если долго смеяться над замерзающим Крымом и хождением в туалет в Донецке, то рано или поздно оно может случиться и с тобой такое, правильно? Долго-долго смеялись, а теперь раз, и вот как-то так оно. Смерть Путина остановит войну? Павел спрашивает. Вполне может быть, а может, наоборот, усилит. Мы же не знаем, кто придет к власти после Путина. Алекс, что будет с СЗЧшниками, по вашему мнению? Я бы объявил амнистию полностью. Но как будет реально, не знаем, смотря кто придет к власти в Украине после этого. Ну, это такой вопрос философский. В конце давайте, чтобы точку поставить. Александр, Алексей, здравствуйте. Скажите, какая институция есть основная для изменения ментальности украинцев? Институция не способна поменять ментальность Ну, Украины. смотрите, он, может, неправильно употребил слово зритель институция, потому что он говорит обучение, власть или право. Вот так. Обучение. Конечно, образование меняет ментальность. Детские сады и школы. Ну, тут спонсор вашего канала. Кстати, друзья, спасибо большое, что подписываетесь. Там спонсорство оформляете. Спрашивает, исчезнут ли ТЦКшники после объявления с улиц, после объявления в случае подписания мира. Исчезнут ли ТЦКшники? Да. Я думаю, ТЦКшники могут исчезнуть и до подписания мира. На них сейчас всех собак вешают. Да, на них сейчас вешают всех собак. Они окажутся козлами отпущения еще в ходе войны, а формы и способы сменят, например. Те же телекамеры, умный город, там, аресты имущества должников, там, прочие ЦНАПы и так далее. И должников и ухилянтов. И такие варианты рассматриваются. Кстати, о всех этих вещах. У нас давно очень стоит сбор на поддержку 9-го полка сил беспилотных систем на наземные роботизированные комплексы. Их основное предназначение – это снабжение и раненых вывозить. Поэтому это не боевые системы. Я понимаю, что в условиях, в которых сейчас находятся украинцы, призывать жертвовать деньгами, когда вы замерзают ваши семьи, как бы на армию неудобно, но если кто-то может, как бы поддержите. Напоминаю, что сбор существует. Да, это на канале Алексея Арестовича. Мы выходим по понедельникам в прямом эфире на 2 каналах сразу. Друзья, поставьте лайки, не забудьте подписаться. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо большое, Саша, взаимно, и до встречи. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.